Добро пожаловать на вторую часть материала, посвященного автомобилестроению Франции. Сегодня мы с вами будем говорить про настоящих титанов, которые до сих пор имеют большое мировое влияние, и также про людей, кто сделал этот мир другим. Первая часть у нас была посвящена людям и брендам Франции, про которых история забыла. И в целом я писал этот материал таким образом, чтобы каждая часть совершенно спокойно могла восприниматься отдельно друг от друга. Но все равно в этой части периодически у нас будут всплывать события или люди, про которых мы говорили в первой части. И поэтому без контекста вы можете упустить пару важных вещей. Поэтому я вам рекомендую сначала посмотреть первую часть, если вы еще не успели. А я, тем временем, начну новую, картавую историю. Все, о чем мы с вами говорили ранее, по сути, это просто фан, угар и веселье. Франция была в моде, гонки были в моде, но помимо статуса и лоска, Франция также снабжала автомобилями всю Европу большую часть 20 века. Большинство французских автомобильных компаний начала 20 века не пережили войн и финансовых кризисов, а герои сегодняшнего рассказа смогли. Они устояли во всех бурях предыдущего столетия, не без потерь, не без хитрости и незаконных приемчиков, но устояли. И несмотря на то, что большинство компаний, про которые мы сегодня будем говорить, живы до сих пор, их создателям пришлось пройти через огонь и воду, чтобы сохранить свои детища. И не все справились. Поэтому доставайте вторую бутылку Каберне Савиньон, доставайте свои багеты, береты, и вот о чем сегодня мы с вами поговорим. Что есть общего между пышным платьем 19 века и тем, на чем мы сегодня с вами передвигаемся по дорогам? Как при помощи Российской империи появилась одна из главных автомобильных компаний Франции? Какая есть связь между Юрием Гагариным, плоскогубцами времен Российской империи и современными тачками? А также, как связаны Титаник, Роллс-Ройс и первый автомобиль-бестселлер Европы? Как одна фотография уничтожила самого сильного промышленника Европы? И как один человек изобрел абсолютно весь маркетинг, который сегодня используют все автопроизводители? Каким образом куриные яйца и джинсы вдохновили людей сделать самые популярные автомобили в Европе? И как так получилось, что двух великих автомобильных гигантов Франции не любят вспоминать в своей стране? И, конечно, я сегодня снова буду с вами не один. Скучали, сучки? Я его не контролирую, извините. Он там сам обожрется чего-то и врывается, когда не просит. Короче, давайте уже переходить к материалу. И, как ни странно, начинаем мы снова с вами аж с середины 19 века. В этой части, как и во всех остальных наших документалках, мы будем говорить не только про автомобильный мир. Тем более, сегодня мы с вами будем говорить про период 20 века, а это значит, что нас ждет Первая и Вторая мировые войны. И Франция, конечно, не окажется в стороне от этих боевых действий. И инженеры внутри страны будут создавать военную технику для защиты своей родины. Например, Чар Б-1. Его нельзя назвать любимчиком солдат, но его очень сильно любил Шарль де Голль, про которого мы сегодня тоже с вами поговорим чуть далее. При его 2-метровом росте поместиться в какую-то другую технику было довольно проблематично. А еще у французов были самоходные танкетки Сомуа САУ-40 и танки Сомуа С-35. И куча прочей техники на гусеницах. И если вы фанат военной техники, то изучить и покататься более чем на 600 военных моделей можно в игре World of Tanks. Это популярная онлайн-игра, в которой сражаются десятки миллионов игроков. В ней множество карт, углубленная система прокачки и хорошая графика с точной детализацией. Сейчас в World of Tanks проходит игровое событие «Новогоднее наступление», в ходе которого можно заработать еще больше призов и ускорить прокачку техники. Самые первые подарки с ивента вас ждут сразу при входе в игру. Среди них немецкая премиум ПТ САУ 4 уровня. А также в вашем ангаре можно нарядить елку с помощью снегурочек. И они, кстати, тоже будут выдавать ежедневные бонусы. А еще в ангаре появится Чак Норрис. И если вы выполните его задание, то он станет командиром вашего танка.
и лучше бы вам их выполнить. А если вы еще не в игре, то самое время начать. По ссылке в описании всех новичков ждет бонус в 400 тысяч кредитов, легкий премиум танк Т2ЛТ и неделя премиального аккаунта. Поэтому проходи в описание, заходи в игру и встретимся в бою. Помните разгон из первой части про контекст Франции в 19 веке? Сначала французская революция, промышленная революция, вот это вот все. Так вот, мы с вами помним, что в середине 19 века страна из аграрной превращалась в промышленную. И был в то время еще один древнющий семейный род, у которого были здоровенные свои поля, угодья, мельница такая здоровая у них была. Ну, короче, все было нормально у парней. Земли много, бабки есть, все по кайфу вообще. Но случается промышленная революция, все лезут в машинное производство, начинается движняк. Главными в семье на тот момент были вот эти ребята: Жан-Пьер и Жан-Фредерик. И они собирают семейный совет и такие: смотрите, судя по всему, ситуация такая. Либо мы сейчас кардинально меняемся, начинаем производить кучу всякого железного и возглавляем весь этот движ, или через 50 лет нам нечего будет жрать. Придется последние запасы доедать. Семья не то чтобы была за, не то чтобы была против. Все такие: ну, спасибо, отцы, и что нам делать с этой информацией? Но все-таки, так как парни были главными, они принимают решение, берут яйца в кулак, может быть, друг у друга, и начинают все переделывать. Свою главную мельницу они переделывают в сталелитейное предприятие и начинают изготавливать сталь и кучу мелочей из нее. Ножи, пилы и прочие всякие мелочевки, и бизнес начинает расти, как на дрожжах. Так как Жан-Пьер и Жан-Фредерик были, хорошими производственниками, качество продукции по итогу получалось просто вышка. А с набирающей темп промышленной революции хорошие инструменты и материалы были нужны как воздух. Мало Франции и Европы. Их продукция даже поставлялась в Российскую империю. В основном в нашу страну поставлялось всякое для деревообработки: стамески, рубанки, сверла и так далее. Так как в промышленную революцию мы прыгнули сильно позднее, когда вся Европа уже вовсю фигачила металл, мы еще в основном деревом занимались. Притом, рубанок от этого производителя стоил у нас 1 рубль 97 копеек. Примерно столько же, сколько корова. Ну да, жизнь такая, всегда нужно выбирать. Либо веселая живенькая корова, либо красивое обточенное бревно. Вот, например, пассатижи того времени. Приглядитесь внимательно к логотипу. И да, эта семья производственников носила фамилию Пежо. А в 1840 году запускается производство, которое живо до сих пор. Ручные мельницы для перца, соли и кофе. Лучшие перечницы в мире. Там внутри запатентованный механизм настолько крутой, что Peugeot на него дает пожизненную гарантию. До сих пор. Если вы вдруг где-то найдете 70-летнюю перечницу, и в процессе эксплуатации она у вас сломается, Peugeot вам починит ее бесплатно. Это вот мои домашние. Да, у меня не только Citroën есть, а еще и Peugeot. И косметичка у него есть. Я подарил. А в 60-м Peugeot снова удачно врывается в поезд хайпа. В Англии в законодателе мод в то время становится популярным вот эта штука, которая называется кринолин. Кринолин — это вот эта ванна вместо платья с металлическим основанием. Peugeot становится основным поставщиком этого счастья для модниц Франции. Peugeot. Делаем ваше перемещение неудобней с 1860-го. Помимо этого, Peugeot еще выпускал каркасы для зонтов, колеса со спицами, лезвия для пил, швейные машинки, Toyota! стамески, рубанки, сверла и кучу всякой мелочевки. Выглядело все так, как будто бы вот все, до чего бы не докоснулся род Peugeot, тут же обращалось в золото. В 1849 году в семье рождается вот этот парень — Арман Пежо. Арман Пежо — личность знаковая. До сих пор по всей Франции можно найти кучу его памятников. И это я не про современный модельный ряд Peugeot. Само собой, так как деньги у семьи были, и они понимали, что рано или поздно Арману все равно придется взять на себя управление компанией, они отправили учиться его в Англию, в город Лидс. Самое краткое, как можно описать город, это огромная фабрика. В середине 18 века это очень бурно развивающийся город, в котором концентрируются основные промышленные производства, добыча угля и первые железные дороги.
Все промышленные и производственные умы Англии того времени были сконцентрированы в Лидсе. Ну и как вы думаете, чем мог увлечься молодой Арман, когда его закинули вот в такую тусовку учиться на несколько лет? Само собой, он начинает увлекаться двигателями и пеннифартингом. Пеннифартинг — это не то, что вы сейчас подумали, дорогие мои. Нет, это не что-то из БДСМ. Это такой велосипед с здоровенным передним колесом. Он приезжает обратно во Францию весь на идеях, что надо вот срочно мутить новую продукцию, новый бизнес, а семья не понимающая на него смотрит, потому что, алло, бизнес работает, лавеха мутится, ты как бы чё панику наводишь? Но пеннифартинг армян, извините, Арман, все-таки проталкивает под соусом того, что они жутко популярны в Англии и что надо снова прыгать на поезд хайпа. Пеннифартинг армян. Какое изумительное словосочетание, особенно если ты не знаешь его смысла. Такой дивный мир фантазии возникает. Или есть что по пеннифартингу чисто по-братски у тебя там? А то нет, у меня ничего. У тебя есть, а у меня нет. Так и быть, поясню за пеннифартинг. Изначально это название появилось из-за британских монет. Пенни и фартинг. Фартинг — это как раз 1/4 от пенни, и соотношение колес этого велосипеда было, примерно такое же, в основном 5 к 1. Но я не могу отделаться от того, что фартинг с американского сленга или вот просто разговорного языка — это пердеж. Получается, типа, пердеж монетами? Или монетный пердеж? Ты, Короче, Арман со своим братом Эженом Пежо чисто по-братски в 1882 году соображают первую модель пеннифартинга, которая называется Legrand B, и они начинают ее продавать довольно в заметных количествах. Как я уже рассказывал в первой части, в этот момент велосипеды становятся популярными, на них начинают гоняться, устраивать кругосветные путешествия, и снова уже в какой-то невозможный раз Peugeot ловит тренд за хвост, вскакивает на поезд хайпа и начинает своевременно снабжать продукцией людей. А уже к 1997 году Peugeot становится крупнейшим производителем велосипедов в мире. Не в Европе, а в мире. В 1897 году они произвели 16 тысяч штук велосипедов, а в 1900 уже 20 тысяч. Притом, подразделение Peugeot Cycles живет до сих пор. В 1929 году появится модель велосипеда P10, которая с различными рестайлингами проживет на конвейере почти весь век. И модель PX10 была даже у Юрия Гагарина. Гагарин ездил на Peugeot. Да. Помолчим об этом. Поехали! Но велосипеды велосипедами. Арман хотел настоящего дела. Он хотел заниматься машинами, двигателями, вот этим всем. Но семья не выделяла на это деньги. Кому-то из семьи как-то раз приснилось, что если они пойдут на уступки Арману, то через 100 лет появится вот это. И такого позора для семьи они не хотели. Его брат, Эжен Пежо, тоже не поддерживает Армана. Ему кажется, что автомобили — это просто какая-то безделушка, которая сейчас находится в моде, и через какое-то время тренд пройдет, и все про них забудут. Так или иначе, Арман от своих идей не отказывается. Он знакомится с Леоном Серпале, известным инженером по паровым двигателям в то время, чтобы он спроектировал ему паровой трицикл, который называет Peugeot Type 1. Всего было сделано 4 штуки, и один из них лично Арман повез в Париж на ту самую выставку. По пути он понимает, что паровой мотор — это говна кусок для использования его в легковых автомобилях, потому что он постоянно ломается, его нужно заправлять, там что-то постоянно пачкается, жуткий геморрой. Но до выставки он все-таки добрался и выставил свой экспонат. Но когда он увидел на выставке мотор Daimler, который притащили Панар и Левасор, Арман такой: да, это оно. И мы-то с вами помним, что лицензия на производство была у Панар Левасора, и Peugeot мог только, в теории, покупать эти моторы. Но каким-то образом Арман убеждает Даймлера и Панара с Левасором, что ему тоже кровь из задницы нужно производить этот мотор самостоятельно для своих автомобилей. Чем конкретно он их убедил или как он на них надавил, я не знаю. Единственное, что известно, что Эмиль Левасор и Арман Пежо были корешами, но я думаю, вряд ли Эмиль чисто по-братски уступил ему лицензию, которую они выбивали у Даймлера несколько лет. Soft skills. Но факт остается фактом. После выставки Peugeot точно так же начинает производить моторы Даймлера для своих автомобилей. Из-за того, что семья в такие приколы Армана не верит, он отделяется и создает свою отдельную компанию с Блэкджеком и Peugeot, которая называется Société anonyme des automobiles Peugeot.
Ну и, естественно, он делает несколько экипажей с мотором Даймлера и тут же пускается в гонки. В первой гонке, про которую мы вам рассказывали в первой части материала, которую выиграл Додион, автомобили Peugeot занимают 2-е, 3-е и 5-е места, забирают призовой фонд в 5000 франков и получают заказы на свои автомобили. А в гонке Париж-Руан, которую героически затащил Левасор, как мы помним, Peugeot занимает 2-е, 3-е и 4-е места, получает призовой фонд в 32 тысячи франков. И, естественно, все эти деньги Арман пускает в свое производство. На рубеже веков Peugeot производит уже по 300 автомобилей в год и является вторым автопроизводителем в стране. Больше делал только Додион. Но уже через несколько лет Peugeot опередит его и станет лидером. В 1910 году семья все-таки признает, что была не права, и предлагает Арману вернуться. Что, мы все, теперь уже точно верим, что бизнес нормальный, поэтому давай обратно объединяться. Арман, вернись, я все прощу. Арман, конечно, сначала побухтел, но согласился. И уже на тот момент две здоровенные компании с несколькими заводами у каждой сливаются вместе. И появляется вот этот вот здоровенный гигант. Société anonyme des automobiles et cycles Peugeot. И по сути, семья Peugeot доминирует абсолютно во всем, что ездит на колесах, в велосипедах и автомобилях. Но параллельно с этим уже росла другая компания, которая через некоторое время серьезно подвинет котят с рынка. Но параллельно с этим росла другая компания, которая очень скоро серьезно подвинет котят с рынка. Дальше у нас блок интеграции. А что у нас там? Спросите у Сереги. Ты чувствуешь этот запах? Это запах карбонары, сынок. Ничего в мире не пахнет так же. Это запах победы. Это запах интеграции. Кухня на районе. Помогите. У нас в работе всегда находится куча материала, исторических роликов, обзоров, новостных выпусков. И вписать еще в такой график 2 часа каждый день на приготовление еды вообще нереальная задача. Да и бессмысленная, потому что в Москве сейчас вкусную и домашнюю еду намного проще заказать. Какое-то время назад весь наш продакшн плотно подсел на кухню на районе. Это сервис по приготовлению и доставке домашней и вкусной еды. У них даже свое приложение и собственные курьеры. Я, например, не ем мясо, и поэтому мне подходит вегетарианское меню. А вообще, в принципе, выбор блюд огромен. В базе блюд, из которых составляется текущее меню, более 4000 позиций. Меню меняется каждую неделю, чтобы просто не надоедало. И также в приложении вы можете указать все свои аллергены и предпочтения. Еще одна важная клевая фишка – отсутствие минимальной суммы заказа. Вы можете заказать хоть на 30 рублей, и при этом доставка у вас всегда бесплатная. Вы хоть можете заказать себе салфетку и кусочек хлеба, и вам привезут это абсолютно бесплатно за 30 минут. Но лучше возьмите карбонару и бейгл с беконом. Я мясо не ем, но парни дико рекомендуют и постоянно это дело едят. В описании, естественно, будет ссылка на скачивание приложения, и по промокоду Асафьев вы получите 300 бонусных рублей на первый заказ. А по промокоду Астафьев 150 рублей, окей? Поэтому проходи в описание, скачивай приложение и делай заказ, потому что, у тебя еще 2 часа материала впереди. Надо о будущем позаботиться. Ну и плюс еще ночной дожор никто не отменял. Само собой, род Peugeot был далеко не единственным семейством буржуа, у которого были деньги и возможности ворваться в новый автомобильный мир. И в одном из таких семейств в 1877 году рождается парень, который получает имя Луи. В семье он был младшим и, как это обычно бывает, самым избалованным. Он не хотел учиться, не признавал авторитетов, повлиять на него было совершенно невозможно, и он был полностью бесконтрольным хулиганом. Но кое-что его увлекало посерьезки. Это техника, инженерное дело и электричество. Семья владела галантерейной фабрикой, торговым домом и сетью магазинов по реализации продукции, которая изготавливалась, собственно, на фабрике. Галантерея — это всякая мелочевка по типу перчаток, шарфов, сумок, зонтов, вот этого всего. И, само собой, батька, которого звали Альфред, очень сильно волновало будущее его предприятия. И рано или поздно ему пришлось бы передать управление сыновьям. Поэтому они должны быть достаточно образованными, чтобы в теории любой из них мог взять на себя управление компанией. Всего сыновей было 3: Марсель, Фернан и мелкий Луи. И если с Марселем и Фернаном как-то получилось найти общий диалог, то мелкий вообще отказывался чему-либо учиться. И батек такой: так, мелкий, давай договариваться. Раз уж ты весь такой хочешь ковыряться в железках, то предлагаю тебе следующую сделку. Ты напрягаешь свою маленькую жопеньку,
сдаешь вступительные экзамены, хер с тобой в технический колледж, а я тебе взамен отдаю наш гараж, покупаю старый мотор от Панара и познакомлю тебя с Луи Серпале. И ковыряйтесь там в нем хоть до посинения. Отдать мужику мальчика в гараж — отличная идея. Мне тоже одного вез. Никаких шуток про педофилию. Только чистый детский сад. Луи Серпале — это тот чувак, с которым Peugeot сделает свой первый паровой трицикл. И в конце спича Батек такой: только я с тебя беру слово, что ты закончишь колледж. На что Луи такой: да-да, конечно. Короче, Батек-то свою часть сделки выполнил. И все организовал, и Луи с головой ушел ковыряться в железке. Не в колледж, само собой. Ковыряться в моторе с мужиком куда приятней. Да. А в жопе у него... Вступительные экзамены он сдал, но первую же сессию он завалил, так как тупо туда не ходил. И после отчисления из колледжа Луи благополучно отправляется в армию. В 98 году, дембельнувшись из армии, Луи собирает все свои накопления и покупает бэушный трицикл Дедион и запирается с ним в гараже. Основная проблема, которую хотел решить Луи — большие потери при передаче мощности, потому что у этого трицикла был крошечный бензиновый моторчик на 270 кубиков мощностью 75 лошадей. Не 75 лошадей из 100, а 0,75 лошади. И, само собой, вот это все передвигаться могло очень условно. Любой уклон или любую горку приходилось преодолевать, крутя педали. Луи переделывает его в четырехколесник, выкидывает цепную передачу, меняет ее на кардан и ставит коробку передач собственной разработки. И 24 декабря 1998 года на попойке, которую они устроили с друзьями в честь Рождества, Луи хвастался, что он собственноручно сделал настоящий автомобиль. А все друзья над ним угорали, что типа: ну камон, у тебя даже одной лошадиной силы нет. Вот то ли дело Камри 3.5. Вообще говнина! На что Луи отвечает: пацаны, видите вот эту улицу с уклоном в 15 градусов? Спорим, я сейчас на нее влечу, как ракета вообще. Для дедионовского трицикла это была невыполнимая задача, если что. И парни такие: давай валяй, мы позырим. И Луи действительно, как нефиг делать, въезжает в эту горку. И мало того, что он выигрывает деньги в споре, он тут же получает 12 заказов на точно такую же телегу. А еще один чувак такой: заткнись и возьми мои деньги, я хочу вот это дело в себе прямо сейчас. Луи, естественно, отдает ему тачку, и новый владелец у него спрашивает: а как это хоть называется-то вообще? И так как технически это был вуатюрет, французского повозка, Луи ему отвечает, что это вуатюрет имени меня. Вуатюрет Рено. На этот момент Луи Рено всего 21 год. В следующем 1899 году Рено патентует свою КПП первым в мире. И через какое-то время лицензию на эту коробку покупает Ford. Да, в самом популярном автомобиле мира того времени, Ford Model T, будет работать коробка Рено. Братья Луи, Марсель и Фернан тут же подключаются к нему, потому что батина галантерея им тоже как бы не улыбалась. Они такие ему сразу: давай мутить нормальную фирму. Марсель и Фернан забрали на себя все административные и организаторские функции, а Луи просто отправили в гараж творить. Бля, вот это я натворил, конечно. Прости меня, мама. В первый же год парни продали всего 15 вуатюретов. Но Луи немного доработал двигатель Дедиона и увеличил мощность в 2,5 раза, до 1,75 лошадей. Таким образом, их мелкая букашка могла разгоняться аж до 45 км в час. Парни тут же врываются в гонки под всеобщие насмешки, потому что считалось, что типа гонки можно затащить только с большим мотором. Но Луи-то как бы кое-что понимал в законах физики, поэтому он такой: детишки, держите свои штанишки. И в 1900 году, под всеобщее удивление публики, Луи Рено и Марсель Рено выигрывают несколько локальных гонок Франции и получают сразу 350 заказов. Как мы помним, мы же с вами помним, второй производитель Франции, Peugeot, годом ранее собрал всего лишь 300 автомобилей. Само собой, на этом триумфы братьев в автоспорте не заканчиваются. В 1901 году Луи показывает автомобиль, который называется Renault 8 CV с двухцилиндровым мотором Дедион, на котором он с заметным отрывом побеждает в большой гонке Париж-Берлин. Как я уже рассказывал в первой части материала,
Большие гонки тогда привлекали очень большое внимание публики и имели значимый политический вес. И фактически Луи Рено стал первым французом для большинства жителей Берлина, которого они увидели в своей жизни. А Луи, который совершенно не владел немецким языком, постоянно кричал по-французски толпе: «Я Луи Рено, я к вам прибыл из Парижа». Попробуйте представить, какие чувства и эмоции он испытывал, когда ты в 24 года на самом большом чуде своего времени, на автомобиле, который ты полностью спроектировал сам, победив всех в гонке, въезжаешь в столицу другого государства. В столицу, где тебя встречает многотысячная толпа людей, которая ликует на другом, неизвестном тебе языке. А ты первый француз, которого они видят в своей жизни, ты инопланетянин для них, а они для тебя. Козырем Рено была надежность. Большие гонки, по сути, это не испытание на мощность, а на выносливость автомобилей. Чем меньше у тебя остановок, тем быстрее ты доедешь до финиша. И несмотря на то, что модель была экспериментальной, у Луи Рено не случилось ни одной поломки на протяжении всего маршрута. А в 1902 году появляется модель К, она же 14CV, в которой стоял двигатель, полностью с нуля разработанный Луи. И этот автомобиль снова ждет успех в большой гонке, только теперь по маршруту Париж-Вена. Точно так же, как и год назад, с таким же триумфом братьев встречает теперь не Германия, а Австро-Венгрия. Но, как мы с вами помним, опять же, из первой части, правительство было не совсем в восторге от того, что люди постоянно разбивались насмерть на больших гонках. И когда была объявлена последняя большая гонка 1903 года Париж-Мадрид-Париж, парни такие: вот, точно нужно участвовать. И братья Рено считались фаворитами, потому что они до сих пор производили самые надежные и выносливые автомобили. Именно лично за рулем всегда участвовали в заездах сам Луи Рено и Марсель Рено. Фернанд всегда ждал парней на линии финиша. В том злополучном этапе 1903 года, когда каждый час гибли люди на трассе, Луи Рено пришел к финишу вторым, и он был уверен, что сможет побить экипаж Панар-Левассор, который пришел первым, в следующем этапе. Но, увидев Фернана, Луи удивился тому, что брат как-то не сильно разделяет его радости. И дело было в том, что Фернан к тому моменту был в курсе, что Марсель Рено стал одним из погибших на этом этапе. Марсель разбился на одном из крутых поворотов, тупо не заметив его. То ли из-за облака пыли, которое поднимал впереди едущий экипаж, то ли из-за разбитых очков. Но правды мы уже не узнаем, да это и не важно. Факт в том, что Марсель Рено погиб. И это было личной трагедией для Луи. В этот момент Луи первый раз в жизни усомнился, а правильно ли дорогой я иду. Он засомневался в автомобилях. Ему казалось, что это он собственноручно убил своего брата. На этом фоне Фернану, старшему брату, становится плохо здоровье. И ему приходится отойти от дел. И он был молод на тот момент, ему было всего 37, но спустя 6 лет после смерти Марселя умрет и Фернан. И Луи останется в полном одиночестве. После трагедии на гонке Луи принимает решение, что он полностью уходит из автоспорта. Понятное дело, что он потом в него вернется, но на тот момент он думал, что больше никогда. Луи концентрируется на чем угодно, кроме автоспорта. Он начинает производить маленькие автомобильчики для парижского такси, моторы для авиастроения, для судостроения, военную технику, сельскую технику, автобусы, грузовики, все что угодно, чтобы расширить влияние своего детища. От Фернана компании остается дилерская сеть по всей стране и представительство в большинстве развитых стран мира. Всего на тот момент у Рено порядка 120 дилеров и представительства в Англии, в Бельгии, в Германии, в Испании, в Италии и даже в США. И в это время Рено начинает сотрудничать с еще одной страной, союзницей Франции, Российской империей. Просто интересный факт. У императора Николая II в его коллекции был лимузин, который назывался Ландоне, который эксклюзивно под него был построен на базе автомобиля Рено. А после революции на этом автомобиле будет разъезжать Ленин. Если вы думаете, что он только на броневиках катался. У Луи был кумир, которым он вдохновлялся и на кого он хотел быть похож. Кумира звали Генри Форд. К тому моменту он уже изобрел свой Model T и наполнял США своими автомобилями. Луи очень сильно привлекал его подход к производству. И чтобы познакомиться со своим героем вживую, он едет в США в 1911 году. Из поездки Луи возвращается с кучей идей и проводит очень важную реорганизацию на своих производствах. Для рабочих появляется медицинская поддержка, страхование и вводится трудовой кодекс. Но самое важное, был один момент, в котором ученик превзошел своего учителя. Луи Рено
был первым человеком, кто задумался о хронометраже производства. Инновацией Форда в конвейерное производство было то, что он первым додумался разделить процесс на кучу маленьких этапов и поставить отвечать одного конкретного человека за один конкретный этап. И таким образом, раз за разом, этот человек выполнял этот этап производства быстрее, точнее и качественнее. А сам конвейер работал намного эффективнее и дешевле. А Луи был первым человеком, кто на каждом этапе стал секундомером и стал регламентировать не только процесс производства, но и каждый этап по времени. Таким образом, он еще сильнее сокращал издержки и ускорял производство. К моменту 1913 года на предприятиях Рено работает более 5000 человек, а автомобили выпускаются тиражом более 1000 экземпляров в месяц. Все современники говорили, что после смерти братьев Луи довольно сильно изменился. Он и до этого-то был, мягко говоря, персонажем сложным. А после того, как он остался один со своими заводами, и они стали единственным смыслом жизни для него, он стал вообще невыносим. Он не давал скидок никому. Он работал как проклятый, как безумный фанатик. И от людей требовал того же. Все его боялись, все перед ним трепетали, но одновременно с этим боготворили. И только обладая такими редкими качествами, можно было выдержать шторм, который обрушится на Францию в начале 20 века. Первую мировую войну. Если посмотреть на истории людей, про которых мы говорим в обоих фильмах про Францию, то можно заметить сходство. Все герои нашего фильма нестандартные, яркие пацаны, которые мечтали о будущем, которые постоянно анализировали окружающую их ситуацию и делали выбор, основываясь на своих предположениях. Ведь если будешь бездумно действовать, в историю ты точно не войдешь. Как минимум деньги быстро закончатся. Ну а сегодня, для того, чтобы правильно проанализировать ситуацию, взвесить все «за» и «против» и сделать правильный выбор, не нужно ходить с кучей справочников. Даже если вы выбираете что-то из техники, например, вам достаточно просто открыть e-каталог. С помощью e-каталога вы всегда можете найти что угодно из техники. От телефонов до стиральных машинок. От резины для вашего автомобиля до аккумуляторов для него же. И самое главное, что вы можете сравнить все товары между собой. У e-каталога есть очень подробные и информативные фильтры для самых разных товаров. Например, сейчас в преддверии Нового года все активно начинают искать подарки для своих близких, родственников, друзей. А для этого нужно погружаться в контекст, изучать нюансы, различать, например, i3 от i5 процессоры, вот эти все непонятные вещи. Ну или просто вы можете зайти на e-каталог, добавить в таблицу сравнения все интересующие вас товары и смотреть, в чем разница, чтобы потом выбрать, что вам интересней по соотношению цена-качество. Также из инструментов на сайте есть графики цен, спроса и куча самых разных сортировок по рейтингам магазинов и товаров, а также множество изображений самих товаров, обзоры, статьи и отзывы от реальных покупателей на каждую позицию. В описании я оставлю список товаров, которыми сам когда-либо пользовался или пользуюсь. Поэтому проходите, изучайте и радуйте своих близких. Про Первую мировую войну у нас в культуре сильно меньше контекста, нежели про Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Оно и понятно, причин тому масса. Для нашей страны Первая мировая не оказалась такой катастрофой, как Великая Отечественная. В Первой мировой войне Российская империя потеряла 3 324 000 солдат и мирного населения, что на тот момент составляло примерно 1,9% от общего количества населения Российской империи. А во Второй мировой СССР понес потери в 26 600 000 человек, что от общего количества населения составляло примерно 15%. Но для Франции оба этих конфликта имели очень важное значение. А с точки зрения жертв, для Франции Первая мировая оказалась намного тяжелее, чем Вторая. Первый раз всегда больно. Всего в период Первой мировой войны Франция потеряла 1,3 миллиона человек убитыми на фронте и 160 000 мирного населения. То есть всего примерно 1,5 миллиона человек при общем населении на тот момент в 39 миллионов. И еще после Первой мировой войны у Франции останется 4 200 000 раненых солдат. А во Второй мировой войне, если так можно говорить, Франция потеряла всего лишь 600 000 человек, из которых 250 000 солдат и 350 000 мирного населения при общем населении в 41 миллион человек. Это, конечно, дофига,
но не так дофига, как в первый раз. А всего в Первой мировой войне погибло от 16 до 22 миллионов человек по разным оценкам. Невообразимо огромная цифра. Но она все равно меньше, чем количество подписчиков у Влада 4. Давайте сразу определимся с моей точкой зрения. Война — говно. Война — плохо. 1 звезда на Яндекс.Картах. Сервис, конечно, пушка, а вот персонал безрукий. Не воюйте, пожалуйста. Ну, мало ли вдруг меня смотрят поехавшие диктаторы и политики. Если обрисовывать кратко, то в Первую мировую на территории Франции происходило следующее. Основные страны и стороны конфликтов. В красном углу ринга так называемые центральные державы. Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. А в синем углу ринга Великобритания, Франция и Российская империя. Страны Антанты. Германия хотела быстрой победы, чтобы не допустить войны на 2 фронта одновременно с Францией и Россией. При этом центральные державы и Германия понимали, что людских ресурсов у Антанты больше, так как у них есть колонии. Наш жир, Алжир. Тумба, тумба. Поэтому нужно было делать ставку на быстроту действий. По плану Германия должна была резко, быстро, дерзко бросить все войска во Францию, быстренько ее захватить и уйти воевать на восток с Россией. Париж по плану должен был быть захвачен за 39 дней. Есть известная фраза Вильгельма II, германского императора, что обед у нас будет в Париже, а ужинать мы будем в Санкт-Петербурге. Но у Франции на границе с Германией были серьезные оборонительные укрепления, и быстро через них пройти бы не получилось, поэтому нужно было заходить со стороны. И Германия подходит к Бельгии и такая: «Бельгия, с ноги по лицу, на!» Германия быстро врывается в Бельгию, которая, конечно, пыталась там что-то сопротивляться, но против военной мощи Германии она была фактически бессильна. При этом немцы с абсолютно постным лицом расстреливали и убивали абсолютно всех мирных жителей, кого хоть как-то могли заподозрить в партизанстве или просто если у человека было лицо подозрительное. Именно с Бельгии всему миру стало понятно, что началось что-то жесткое. Самый банальный пример — это сожжение города Лёвен или Лувен, культурной столицы Бельгии и всей Европы в принципе. Его еще называли бельгийским Оксфордом. Город был практически полностью уничтожен, включая значимые культурные памятники, библиотеки и университеты. А мирное население при этом совершенно спокойно убивали либо угоняли на поездах в плен. Само собой, немцы довольно быстро прошли Бельгию и встретились с французами, к которым потом подтянулись и англичане. И спустя несколько битв образуется линия Западного фронта, которая не сдвинется ни в одну, ни в другую сторону на протяжении всей войны. Началась так называемая позиционная война. Позиционная война — это ад и ужас, который продолжался 4 года. В одном из отступлений немцы начали окапываться. То же самое начали делать и союзники. В итоге довольно быстро образовалась система траншей. С одной стороны окопы, с другой стороны окопы, а посередине зона поражения, в которой никого нет. И выглядело это следующим образом. Окопы находились всегда под обстрелом артиллерии. После плотной артподготовки отряды противника высовывались из окопов и бежали на прорыв, а по ним из окопов уцелевшие солдаты стреляли из пулеметов, и артиллерия противника также стреляла по зоне поражения. И при всем при этом артиллерия с другой стороны также обстреливала окопы противника. И это была самая настоящая мясорубка. Траншейные системы прорвать не получалось ни у кого, а даже если в каком-то месте случался небольшой прорыв, за ним сразу же образовывалась новая траншейная система, и все начиналось по новой. Люди гибли не десятками, а сотнями тысяч. Солдаты в окопах находились в бесчеловечных условиях, постоянная артподготовка, куча трупов, которые никто в землю, естественно, не закапывал, потому что, было чем заняться. Спасением своей жизни, например, или чтением молитвы. О, жиже си на небеси, немцам дай пиз... Вода с трупным ядом, отсутствие еды, отсутствие сна, а вокруг у вас горы раненых, которые просто молят о том, чтобы их пристрелили. И это происходило с обеих сторон. Но немцам таких развлечений оказалось недостаточно. В 1899 году, за 15 лет до начала Первой мировой войны, происходила Гаагская конференция, на которой все страны, по сути, между собой договорились, что они не будут использовать химическое оружие. Они много еще о чем договаривались, нас интересует здесь именно химическое оружие. Формулировка в декларации о неприменении химического оружия была следующая. Цитата. «О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы». И немцы такие: ага, нельзя использовать снаряды с химоружием. Кажется, есть идея. Ребята дождались попутного ветра, притащили кучу баллонов с хлором в газообразном состоянии и открыли вентили.
Идея была в том, что хлор легко уносился ветром, а так как он был тяжелее воздуха, он легко заползал в окопы и там и оставался. Хорошо, хотя бы до Айкоса не додумались. И это было первое применение химического оружия в Первой мировой войне. После еще был фосген, это тоже летучий газ, тоже тяжелее воздуха, который ползал по земле, и если вы им немножечко подышите, хотя бы пару часов, то легких у вас не останется от слова совсем. И после хлора и фосгена, кстати говоря, придумали противогазы и АБЖшников в школах. А после иприта, тоже газа, который разъедал кожу и слизистую, придумали костюм химзащиты. А параллельно со всей этой историей немцы еще и до огнеметов додумались. А помимо всего этого перманентного ада, на территории Франции случилось 2 самых кровопролитных битв в истории человечества. Не в Первую мировую войну, а в принципе за всю историю человечества, со всеми ее Чингисханами, Македонскими, Иванами Грозными и крестовыми походами. Первый рекорд был поставлен в битве за Верден, которая продолжалась практически весь 1916 год. Всего за время всей битвы и всех операций на полях сражений участвовало более 2,5 миллионов солдат, из которых выживет только половина. Совокупные потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести с обеих сторон составят почти 1 миллион человек. И это не было сражение на превосходство тактики и стратегии, а это была бойня на истощение. Суровая и жестокая ирония заключается в том, что после года убийств всего живого линия фронта останется неизменной. Там, где сражение началось, там оно и закончится. Да, понятно, что на протяжении всех сражений она двигалась туда-сюда, но по итогу она окажется метр, сука, в метр там же. И да, эта битва положила конец планам Германии по быстрому захвату Франции, но плата была чудовищной. На протяжении битвы Франция отчаянно просила помощи у союзников, чтобы хоть как-то отвлечь и сдержать наступление немцев. Поэтому параллельно войска Британии и Франции начинают еще одну кровавую вечеринку – битву на реке Сомме. Идея была в том, чтобы продавить хорошо укрепленную линию обороны Германии и пробиться в тыл. И у союзников это получилось. Но хоть битва при Сомме была и меньше по продолжительности, человеческих жизней она унесла еще больше. Совокупно обе стороны в этом столкновении потеряют уже более 1 миллиона человек. Я даже не могу представить, какую аналогию вам привести для того, чтобы вы поняли, насколько это много. Я это все вам рассказываю потому, что весь этот движ происходил на территории Франции. К 1917 году все стороны конфликта были истощены. Во французской армии происходили бунты, в немецкой — голод. И все это держалось только лишь на людских и финансовых ресурсах с колоний, плюс еще США продавала союзникам оружие. Но к 1918 году первой из конфликта выйдет Россия, потому что у нас начнется революция. Нам много не до этого было. И Германия, сфокусировавшись на Западном фронте, попытается еще раз прорвать все укрепления. Единственное, почему у немцев это не получится, США ворвется на вечеринку с ноги на стороне Антанты. Военные силы США не только помогут сдержать атаки немцев, но и пойдут в наступление и вместе с союзными войсками вынудят центральные страны сдаться. Первая мировая война стала уникальной в своем роде много по каким параметрам. Количество стран-участников, количество людей, которые погибли в ходе конфликта. И, что нам тут больше всего интересно, первый раз в истории человека серьезное преимущество в сражениях давала военная техника. Само собой, автомобильные гиганты были напрямую задействованы в снабжении фронта всем необходимым. И так как немцы не особо глубоко продвинулись на территорию Франции, заводы в основной своей массе не пострадали. Заводы Renault и Peugeot, как и все остальные автопроизводители, были главными поставщиками снарядов, оружия и автомобилей. А Панар-Левасор, например, производил броневики на основе своих тачек. К тому моменту у Панар-Левасора уже были мощные объемные двигатели, которые на себе могли утащить вес толстенного листового железа. Такие передвижные пулеметы были реальной проблемой для противника, потому что хрен ты с ним что сделаешь. Ручной винтовкой ты такую толстенную броню не пробьешь, а прицельность у винтовок того времени еще не была на таком уровне, чтобы точно стрелять водителю в глаз между листами. Рено, который к тому моменту уже делал автобусы, грузовики и крупную военную технику, был основным поставщиком французской армии. И на этом он зарабатывает свой основной капитал. Но грузовики и автобусы были не только у французов. Войско противника ты этим не удивишь. А вот первым серийным танком Рено довольно сильно удивил немцев. Немцы назвали это пи***ваген. Танк назывался ФТ-17 и к моменту своего появления уже не был новинкой. Первый серийный танк использовали британцы в битве при Сомме.
И единственной задачей британского танка в этом сражении было устрашение противника, а не реальные боевые задачи. Изначально на поле боя было доставлено 49 танков Марк-1, и 17 из них сломались еще до начала сражения, а потом 9 танков сломалось без участия противника, и 5 застряло в болоте. И это все с учетом того, что эти танки делал не Land Rover. Но если первые британские танки были скорее просто устрашающей железной коробкой, которая не могла выполнять реальных задач, ФТ-17 был реальной боевой машиной. Он был легок, маневрен, насколько можно говорить о маневренности военной техники в начале 20 века, и в первых же боях он показал себя отлично. За весь период Первой мировой войны Рено произведет около 3000 танков, а к моменту подписания перемирия на заводе Рено висело заказов еще на 7800, которые, естественно, он потом выпустит сразу после войны. Но автомобили и техника использовались не только для того, чтобы убивать людей быстрее, веселее и эффективнее. Они также использовались для того, чтобы спасать человеческие жизни. Помните, я говорил, что Рено начал делать маленькие автомобильчики для парижского такси в 1905 году? Так вот, эта телега выглядела вот так и получила довольно большое распространение. При наступлении на Париж, когда французы отступали и немцы были уже совсем рядом с городом, обороной столицы заведовал вот этот парень, Жозеф Симон Гальени. Из-за того, что немецкое войско растянулось при наступлении и не очень удачно маневрировало, у французской армии появилась возможность ударить с фланга. И правильный удар мог в принципе остановить наступление немцев и спасти столицу. Но действовать нужно было быстро. Жозеф увидел эту возможность, но было категорически непонятно, каким образом быстро за 1-2 дня перебросить необходимое количество солдат и боеприпасов, с учетом того, что свободной техники под это не было. И Жозеф такой: «Эмильен!» Без каких-либо документов и писем, чисто на словах, Жозеф отдает приказ своим подчиненным собирать абсолютно все такси города и отправлять их с припасами на Марну, где состоится сражение. За один день было собрано 1200 такси, которые оперативно на линию фронта перебросили 6000 солдат, необходимые снаряды, а на обратном пути увозили раненых, которым требовалась медицинская помощь. Эта операция получила название «Марнское такси». И за весь оставшийся период Первой мировой войны эти маленькие автомобильчики спасут десятки тысяч жизней солдат, которых они оперативно увозили с поля боя для того, чтобы оказать им необходимую медицинскую помощь. Мне эта операция очень сильно напоминает нашу дорогу жизни в блокадный Ленинград в период Великой Отечественной. Да и фактически сами французы точно так же называли этот маршрут от Парижа до Марны. И без этих маленьких Рено единственное, что ждало бы солдат, это медленная и мучительная смерть в окопах. По итогам войны за свои заслуги Луи Рено удостаивается звания «Спаситель Родины» и также становится кавалером Ордена Почетного Легиона. Принадлежность к этому ордену является высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг перед Францией. При этом этот орден, как правило, не присваивают посмертно. И как говорил Шарль де Голль, Почетный Легион — это сообщество элиты живых людей. И также кавалером этого ордена становится Арман Пежо. Концерн Peugeot до Первой мировой войны был первым автопроизводителем Франции, и, само собой, в военный период был одним из главных снабженцев фронта. Вот первый броневик АМ образца 1914 года. А вот еще одна вариация броневика того же периода. Смотрите, какой пясель классный. Вот самый популярный броневик Первой мировой от Peugeot 18CV. Когда Рено сделал свой FT-17, Peugeot тут же сделали свою вариацию, которую почти полностью содрали с танка Рено и назвали его танк Чар. Но они успели сделать нормальный образец только к концу войны, когда FT-17 уже вовсю гонял по полям сражений, и большого распространения Чар не получил. Основной продукцией Peugeot было оружие, снаряды и всякая мелочевка, которую компания поставляла в огромных объемах и с неизменным высоким качеством. И да, заслуги Армана и Луи перед Отечеством переоценить сложно. Но был еще один человек, который удостоился чести быть кавалером Ордена Почетного Легиона, который нам интересен в этом рассказе. Человек, которого звали Андре. Итак, знакомьтесь. Человек по имени Андре, который родился в 1878 году, и ему было суждено стать одной из самых ярких и противоречивых личностей французского автомобилестроения. Он родился в богатой семье выходцев из Одессы,
которая тогда принадлежала Российской империи, и отца у него звали Леви, который был таки голландским евреем, а мать была полькой, которую звали Маша. А с учетом того, что Польша тогда также принадлежала Российской империи, и в целом это очень близкий к нам народ, вполне может быть, что часть крови в жилах молодого Андре была русской. Отец был ювелиром, занимался продажей драгоценных камней в Париже и владел огромным состоянием. Но, как мы с вами уже можем догадаться, молоденького Андре эти блестящие камушки мало интересовали. А когда в возрасте 10 лет он увидел, как строят Эйфелеву башню, он обомлел. Он каждый день ходил к стройке, следил за ходом работ, которые его восхищали, и с каждым днем он все больше и больше убеждался в том, что он будет инженером. Он также отучился в уже известном нам Эколь Централь Пари и после того, как закончил обучение, искал применение своим талантам и своему капиталу. В 1908 году он едет в Варшаву, в Польшу, для того, чтобы навестить родственников по маминой линии и заодно посмотреть, чем там, в принципе, поляки промышляют, что у них там есть на предприятиях, чем живут, как движутся вообще. И на одном из предприятий он замечает особые шестерни шевронного типа. Приглядитесь к рисунку и угадайте фамилию Андре. Да. Полное имя человека было Андре Густав Ситроен. Как инженер, он сразу понимает ценность шестерни такого типа, потому что она может передавать больший крутящий момент по сравнению с прямыми шестеренками и при работе генерирует намного меньше шума. По возвращению в Париж он прибегает на одно из предприятий, которое занимается изготовлением деталей для паровозов, и такой: пацаны, дело есть. Вот бабос, шестерни делать я создал. И встает на пост коммерческого директора фирмы. И по итогу вложение получается таки очень удачным, потому что предприятие практически сразу начинает приносить серьезную прибыль. Параллельно с этим брат Ситроена, которого звали Гуго, женится на дочери известного банкира Пауля Харбляхера. Это я сейчас не мотягнулся, это фамилия такая. Этот банкир на тот момент владел довольно заметной автомобильной компанией, которая называлась Морс. Не то чтобы какая-то огромная, легендарная, не то чтобы самая маленькая, нормальная, средняя, заметная компания. А модель, которую давали в дилере на подменку, у них называлась «Компот». И на праздновании дня свадьбы, когда Андрей и Пауль уже познакомились, банкир подошел к Андрею и такой: слушай, вот там у меня компания, она вот на грани финансового краха находится, и я что-то не знаю, как это поправить. На что Андрей ему ответил, что окей, я посмотрю, что можно сделать. И через пару месяцев после свадьбы Андре вступает на руководящую должность в компанию Морс, при этом оставшись коммерческим директором в своей Хейстин Феррерс Citroën & Psy. На самом деле, тут довольно мутная история, что там, как конкретно у этих евреев было устроено. Это сейчас не антисемитизм, это, реально сложно разобраться. И есть инфа, например, что этот банкир потом вошел капиталом в производство шевронных шестерней. Есть инфа, что изначально все предприятие строилось на деньги этого банкира. Но у Андре точно уже был большой капитал до того, как они познакомились. И точно у него уже было предприятие за 2 года до свадьбы. Короче, я сводил до хрена источников, вывел примерно какую-то среднюю линию, но на самом деле нам это не важно. Важно нам тут то, что у Андре получается поставить Морс на ноги. Что он сделал? Во-первых, он поменял ценовую политику, потому что автомобили Морс стоили, слишком уж дорого. Во-вторых, они не участвовали в гонках, поэтому зачем за них платить такое количество денег, было непонятно вдвойне. Citroën перетряхивает весь модельный ряд, исходя из нужд клиентов, меняет ценовую политику, ставит цены дешевле и заявляет бренд на гонке. И это начинает работать. Через 2 года после того, как пришел Citroën в компанию, объем продаж увеличился вдвое, с 300 до 600 автомобилей в год. А на момент начала века это в целом хорошие показатели. И это все при том, что Citroën, первое, ни хрена не понимал в автомобилях, второе, параллельно занимался еще своей компанией по производству шестеренок. При этом шестереночная компания развивалась довольно успешно. Например, Rolls-Royce на весь свой модельный ряд закупал продукцию у Citroën, чтобы уменьшить шум работы своих автомобилей. А также из шевронных шестерней Citroën было сделано рулевое управление, угадайте чего? Титаника! Титаника, мать вашу! Хотя рулевое управление от Citroën очень много чего объясняет в судьбе Титаника. В том же году, когда Титаник поехал обруливать айсберги, в 1912-м, Citroën едет в Штаты для того, чтобы познакомиться с Генри Фордом и посмотреть, как у него все устроено на заводах. Мотивация у него была такая, что он уже уперся в своих новшествах в Морсе и не знал, что дальше с ним делать. И вот из этой поездки Citroën возвращается другим человеком. Ему настолько понравилась модель Генри Форда, что он тут же начинает перестраивать свои предприятия и одновременно с этим понимает, что Морс для него слишком маленькая компания, он хочет большего. И вот в этот момент
ему очень выгодно на руку играет Первая мировая война. Российская империя к Первой мировой войне оказалась не готова от слова совсем. Во-первых, промышленная революция у нас в стране началась гораздо позже, чем в Европе, и производства не выдавали необходимое количество продукции. Во-вторых, страна большая, неповоротливая, пока всех солдат со всех полей и лесов выковыряешь, пока всех соберешь вместе, пока они дотопают до линии фронта, уже война, собственно, и закончится. Плюс постоянные перебои с поставками, нехватка вооружения, Обама в подъезде нассал, все как обычно. Франция и Российская империя были союзниками, притом очень близкими. И, само собой, у нас была налажена торговля, дипломатия, и страны прям дружили-дружили. Во Франции мы закупали много чего необходимого, в том числе вооружение, технику и снаряды. И для таких нужд во Франции сидел специальный человек — граф Игнатьев Алексей Алексеевич. И эта фамилия сейчас как бальзам на душу для тех людей, кто хорошо разбирается в устройстве власти в период крушения империи и раннего СССР. Чел известный, много чего наделал за свою жизнь. Сейчас в центре Москвы на Лубянском проезде даже его бюст висит с тем, что в этом доме жил вот это все. В период с 1912 года по 1917, как раз в момент Первой мировой войны, этот человек был военным агентом Российской империи во Франции. И, что нам важно, заведовал размещением абсолютно всех военных заказов для Российской империи. На каком заводе патронов заказать, где гранат взять побольше, это вот все к Алексею Алексеевичу. И для российской армии, которая воевала на Восточном фронте Первой мировой войны, очень много поставок шло из Франции. Во-первых, там все производства были современнее и выдавали больше объема продукции. Во-вторых, тупо доставлять было быстрее, потому что даже из Питера груженный поезд шел дольше, чем из Франции. Но у нашего Алексея была очень большая проблема, которая называлась шрапнель. Российская империя очень сильно в ней нуждалась, а все заводы, на которые отправлял Алексей запрос, тут же отказывались, потому что производить его было очень сложно. И никто не мог справиться с необходимым объемом, тем более в те сроки, которые требовались для Российской империи. И когда уже все отчаялись, в 1915 году происходит забавная встреча, которую Алексей очень подробно описывает в своих мемуарах «50 лет в строю». Секретаря Алексея безумно достал какой-то крендель, который постоянно обивал пороги представительства, говорил, что он одесситской крови и сможет решить все наши проблемы. И еще этот некто постоянно говорил, что его тесть банкир, и за бабос можно вообще не переживать, дадим любые финансовые гарантии. Кооператив «Озеро» вам что-нибудь говорит, молодой человек? Так сказать, put меня in. Алексей все-таки в какой-то момент согласился его принять, и в назначенный день и назначенный час в его кабинет врывается человек, который тут же представляется Андре Ситроен. Он тут же, без всяких прелюдий, которые были приняты тогда во французском свете, раскладывает на столе у графа тонну каких-то бумаг, чертежей, карту местности Парижа и говорит: «Значит, смотрите, я законтровал кусок земли, который находится рядом с вашим посольством, совсем недалеко от Эйфелевой башни, которым никто не пользуется. Тут стоит пара построек, я их быстренько снесу и подготовлю всю территорию под завод. Я предлагаю вам поучаствовать в строительстве и могу гарантировать, что этот завод сможет выполнить абсолютно все ваши военные заказы, так как я уже заранее успел съездить в США и получил необходимую лицензию на американские станки, которых нет ни у одного из моих конкурентов. Дайте мне ваше техзадание, и в течение 6 дней я вам подготовлю полные технические и финансовые проекты». Алексей, само собой, в такую песню не поверил, потому что абсолютно все производства, которым он показывал ТЗ, сразу такие: мы в это вписываться не будем. Но деваться ему было некуда, и он распорядился дать Андре ТЗ. Ровно через 6 дней в назначенное время Ситроен снова врывается в кабинет к графу, снова раскладывает кипу бумаг на столе и говорит: «Вот вам мое предложение. Сегодня, по моим невидимым часам, 10 марта 1915 года. Меньше чем через полгода, к 1 августа 1915 года, я запущу завод. А еще через год, к 1 августа 1916 года, я поставлю вам весь необходимый объем шрапнелей и снарядов по 60 франков за снаряд. В качестве финансовых гарантий я вам предоставляю: первое – банковскую гарантию от первоклассного банка Европы, второе – закладные на землю и все оборудование, необходимое для завода, ровно до того момента, пока я не выполню свои обязательства. Плюс каждый день я буду присылать вам курьера с фотоотчетом о том, как идет строительство завода. И все, что мне нужно в данный момент от вас, это заказ и 20% аванса по нему». И круассан. Предложение, твою мать, какое замечательное. И вот, вот так сказать честно, по-русски, что Алексей ел, ничего не сказать. Никаких рисков для Российской империи,
рекордные сроки производства. Да и еще, в случае, если вся эта авантюра не выгорит, у Российской империи остается здоровенный кусок земли в центре Парижа, на набережной, куда могут подъезжать суда для погрузки и разгрузки, да еще и с оборудованием. Ясен пень, Алексей согласился. И самое удивительное, что Андре Ситроен справился. Срок в срок, с около 0% брака, Ситроен поставил необходимое количество вооружения. Андре в рекордные 4 месяца ставит завод, выстраивает новую суперсовременную конвейерную линию по образцу Генри Форда таким образом, что на ней смогут работать даже бабушки. Что в период Первой мировой войны, когда все мужчины находятся на фронте, просто великолепно. А у Алексея, как он опять же писал в мемуарах, в ящике стола остался здоровенный, толстый фотоальбом, на котором день за днем запечатлено строительство завода. Само собой, после выполнения всех обязательств, как и было изначально обговорено, завод остается в собственности Ситроена и продолжает снабжать союзников снарядами. А за свои заслуги, как я уже говорил, Андре Ситроен становится кавалером ордена Почетного легиона, высшей награды Франции. А спустя время набережную Жавель, на которой стоял завод, переименуют в набережную Андре Густава Ситроена. После заключения Версальского договора, который декларировал мир и окончание Первой мировой войны, В Германии. в приемной графа раздается звонок от Ситроена, который ему предложил встретиться на его набережной в одной из кафешек. И когда парни встретились, между ними состоялся довольно забавный диалог. Ситроен спросил: «Как вы думаете, граф, как долго еще не будет войны?» На что граф ответил, что минимум 10 лет, по моему мнению. «Отлично», — сказал Ситроен. «За это время я смогу обернуть практически любой капитал». «И что же вы намерены делать?» — поинтересовался граф. «А вот видите, вот те трубы завода напротив? Вот это будет теперь моей целью», — сказал Ситроен, встал, попрощался и ушел. А Алексей остался сидеть в кафешке, допивать кофеек и смотреть на трубы завода «Рено», который стоял на набережной напротив. Итак, на конец Первой мировой войны Рено и Ситроен выходят на следующих позициях. Рено – спаситель Родины и промышленный гигант с 20 тысячами сотрудников. И его изобретения внесли существенный вклад в победу французов. Его достижениями восхищались, в том числе и Андре Ситроен. И казалось, что его мощь непоколебима. А Ситроен, в свою очередь, герой тыла, производственник-новатор с 12 тысячами сотрудников. Но, как мы с вами помним, он производил снаряды, надобность в которых отпала на ближайшие 10 лет, поэтому Ситроен остался неудел. К тому же, экономически Франция очень сильно пострадала от войны. Да, по Версальскому договору Германию обязали выплатить военные репарации всем странам-участникам. Но денег-то у Германии не было, платить было не из чего. Они как бы, с радостью, только нечем. Поэтому, несмотря на то, что Франция была победителем, экономическое положение у нее было откровенно так себе. И Андре в этом увидел возможность. Если ни у кого нет денег, а страна будет сейчас активно восстанавливаться после войны, то нужно предложить потребителям максимально простой и надежный автомобильчик. При этом важно было его сделать максимально дешевым. Но была одна проблема. Как обычно, у Ситроена не было живых денег на разработку прототипа. Даже несмотря на то, что он снабжал снарядами половину союзников. Дело в том, что все военные предприятия Франции, по законам, которые действовали в то время, обязаны были заплатить налог в виде 60, а то и 80% от общей прибыли. Такой разброс цифр я тут указываю потому, что в разных источниках везде разная информация. И примерно в половине из них 60%, примерно в половине 80%. Поэтому думайте сами. Но, короче, самая суть, что денег нужно было заплатить много. И Ситроен, само собой, деваться ему было некуда, отдал все без вопросов. Но такие мелочи, как отсутствие денег, Андре никогда не смущало. Ему с радостью одалживают необходимую сумму, и начинается разработка первого автомобиля под брендом Citroën. И в рекордные сроки, буквально через год, на свет появляется вот этот автомобиль. Citroën Type A, он же 10CV. Под капотом рядная четверка объемом 1,4 литра, мощностью на 18 лошадей, 9 типов кузова, от удлиненного кабриолета до легкого грузовичка. И самое важное, цена за готовый автомобиль была 7950 франков, что было копейками по сравнению со стоимостью автомобилей в то время. Для понимания, 8000 франков – это средняя годовая зарплата населения в то время по стране. И с таким продуктом Андре попадает в яблочко.
тому же, при продвижении продукта на рынок, Citroën открывает еще одну сторону своей гениальности – маркетинг. По сути, все основные инструменты, которые сейчас автопроизводители используют для продвижения своей продукции, когда-то придумал Андре Citroën. Во-первых, он выкупает полосы во всех популярных газетах Франции, на которых он расхваливает свой автомобиль. До него так никто не делал. Все, что делали автопроизводители в то время, это просто участвовали в гонках, и если ты победил, то тогда о тебе по-любому напишут все издания. А Citroën понял, что ему не нужно побеждать в гонках для того, чтобы появиться абсолютно в каждом издании Франции. Во-вторых, он красит кузова автомобилей в разные цвета и отправляет их колоннами в автопробеги по всей стране. Яркую и пеструю колонну из автомобильчиков Citroën не заметить было невозможно. И как вам, например, вот такая реклама, в которой петух, судя по гребню, курит трубку, а из задницы у него вываливаются яйца, которые потом превращаются в разноцветные автомобильчики Citroën. Мимо такой афиши пройти довольно сложно. Citroën! Начинаем сразу через жопу. Плюс, так как Citroën специализируется на заемном капитале, он никогда не стеснялся брать деньги в долг у кого-либо, он разрабатывает финансовую программу, по которой он берет деньги у банка и перекредитовывает своих клиентов, чтобы они могли позволить себе автомобиль и принести дополнительную прибыль компании. Эта сволочь, по сути, изобрела автокредит. В-четвертых, чтобы бренд с 2 шевронами постоянно мелькал у людей в глазах, по всей стране ставится огромное количество предупреждающих знаков об опасном повороте, перекрестке или препятствии с изображением шевронов прямо посреди знака. Гребаный гений! Повесить огромный знак, на котором написано «Опасность», на который точно посмотрят люди, и влепить на него свой бренд. Типа «Забота о вас, ваш Citroën». И, естественно, автомобиль взрывает послевоенную Францию. Это был первый автомобиль, который себе смогли позволить не только буржуа. За 3 года тачка продалась в количестве 24 тысячи экземпляров, а в первый год было продано 10 тысяч экземпляров. Ни один автомобиль в Европе, ни одного бренда не продавался в таких объемах, тем более с нуля. Была только одна загвоздка. Так как автомобиль проектировался наспех, конечный продукт получился, мягко говоря, сыроват. Качество плавало, а иногда даже тонуло. Citroën не тонет. Помогите выбраться отсюда. И некоторые экземпляры довольно быстро ломались. Типичный Citroën. Сегодня бы никто не удивился. Но конструкцию довольно быстро поправили и стали думать, а что делать с теми тачками, которые уже уехали на дороге общего пользования. Так, посмотрим, что же делать с первой партией. Понял. Обоссать и сжечь. Приступить к выполнению. И даже этот косяк Андре оборачивает в свою пользу. Опять же, под заемные средства по всей стране разворачивается огромная сеть официальных автосервисов, которые занимались доработкой выпущенных автомобилей, а также обслуживанием всего автопарка. И официального дилера, и официальный сервис тоже когда-то придумал Андре Citroën. До Type A, до появления марки Citroën, абсолютно все автовладельцы всегда оставались один на один со своим автомобилем. А Андре предложил решение, дополнительно заработав на этом. Таки гений. И финальным аккордом перед Парижским салоном 1922 года Андре творит следующее. Он заблаговременно забрасывает весь город листовками, в которых написано, чтобы люди в день открытия, 12 октября, ждали таинственного знака свыше. И в назначенный день весь город с задранными головами наблюдал за тем, как самолет в небе выписывает название Citroën. А Луи Рено смотрит на весь этот цирк с Citroënами, жутко бесится, но так как он, чувак, был сам по себе закрытый, застенчивый и необщительный, он не знает, как с этим бороться. Да и к тому же, пока что объемы производства и продажи по стране были на его стороне. В послевоенный период Рено – главный поставщик техники для гражданских нужд. Автобусы, пожарные автомобили, машины скорой помощи, грузовики для доставки и до производства, строительная и сельская техника – это все производил Рено и чувствовал себя замечательно. Но в свою очередь, такой успех Луи Рено в военной и гражданской технике не дает покоя Андре Citroën. И он хочет сделать что-то такое, что отделит его продукцию вообще от всех автопроизводителей мира. И параллельно с производством Type A в 1921 году Citroën создает вот такую полугусеничную херовину
которая фактически является первым гражданским внедорожником. И так как Citroën мастер привлечения внимания, он тут же собирает всю возможную прессу и начинает кататься по различным лестницам вперед-назад, чтобы показать, что эта штуковина умеет. Это само собой работает, но это не тот эффект, который ожидал Citroën. И вот что он делает. Он подходит к директору своих заводов, Жоржу Мари Харду, и такой: парень, не хочешь в автопробег на гусеницах сгонять? На что Хард такой: ну, в целом, да, сгонять можно. А нафига по городам Франции кататься на гусеницах? Ты и там хочешь все лестницы попортить? На что Андре отвечает: не по Франции, по Сахаре. И Хард с огнем в глазах, конечно, соглашаются, и они начинают подготовку к экспедиции. Маршрут экспедиции был проложен из города Тугур до оазиса Инсалах. Таким образом, путешественникам предстояло преодолеть всю Сахару и вернуться обратно, чего никто до них еще не делал. Единственное транспортное средство, которое пересекало Сахару до этого момента — верблюд. И вот на них-то как раз и гоняли местные. Но Сахара — это не только пески, жара и галлюцинации, а еще и жуткие заморозки по ночам и горные перевалы. Звучит, откровенно говоря, нереально. Но экспедиция справилась. Меньше 3 месяцев понадобилось этим психам, чтобы пересечь Сахару туда-обратно. И как вы думаете, зачем во всей этой тусовке нужен был кинорежиссер? Чтобы предоставить видеоотчет Citroën о поездке? Нет. Он изначально всю поездку снимал как фильм, который потом назовет «Черный рейд», для того, чтобы показать во всех кинотеатрах во Франции. И это был изначальный план Citroën. А слоган рекламной кампании по продвижению фильма был «Верблюд умер». Его заменил Citroën. Успех фильму был гарантирован, потому что тогда в Африке жили вот прям дикие племена, нетронутая природа, и из парижан этого никто своими глазами никогда не видел. И, естественно, толпы людей повалили в кинотеатр. И в абсолютной темноте кинозала, когда весь высший свет смотрел этот фильм, одно кресло светилось ярким пламенем. Кресло, на котором сидел Луи Рено. Он понимал, что Citroën, который составляет заметную конкуренцию в легковом транспорте, наступает на его святую землю, на тяжелую технику и на госзаказы. И этого Луи Рено просто так оставить не мог. Рено решает, что ему кровь из носа нужно побить рекорд Citroën. И при этом он сразу же замечает самое слабое место конструкции — гусеницы. Они были маленькие, сложные по конструкции, хрупкие к тому же, и постоянно по ходу пробега их нужно было обслуживать. А так как Рено славился тем, что умел делать простые и надежные механизмы, он понял, что просто изменив конструкцию с гусеницами, он сможет превзойти результат Citroën, потому что экспедиции просто не нужно будет останавливаться каждые 100 метров, чтобы что-нибудь там поправить. Через год после черного рейда Citroën на свет появляется вот этот шестиколесник Renault 10CV MH. И как изначально предполагалось, по конструкции он был очень простым. При этом Рено понимал, что абсолютная скорость в этом состязании вообще не важна. Самое главное — рассчитать правильно трансмиссию. И машина получила 3-ступенчатую КПП и 2-ступенчатый мультипликатор. Максимальная скорость была всего лишь 50 км в час, но это было не важно, так как она могла вылезти абсолютно из любых условий и не сломаться по дороге. При этом, максимально стравливая давление в шинах, Рено очень хорошо справлялся с песком. В итоге у Рено получилось пересечь Сахару не за 14 дней, как это сделал Citroën, а всего лишь за 5. В 3 раза быстрее. Рено тут же начал праздновать свою победу, да и в целом так и было. Он победил соперника, потому что все госзаказы были продлены. Но ответочки от Citroën долго ждать не пришлось. Уже в следующем году организуется более масштабное предприятие. Они организуют пробег через всю Африку. Маршрут был проложен от Алжира до Мадагаскара. Экспедицию точно так же возглавлял Хард. И всего было заявлено 16 гусеничных автомобилей на весь маршрут. При этом кинорежиссером теперь ехал Леон Порье, а также в экспедиции был наш русский художник Александр Яковлев. Переход занял почти год, с октября 1924 по август 1925. Но оно того стоило. Фильм Леона Порье «Черный переход» собрал огромную кассу в кинотеатрах. А также параллельно с прокатом была организована куча выставок, где были показаны фотографии и картины с неизвестными парижанам пейзажами. Рено, естественно, тут же пускается в такое же путешествие по Африке, но второй раз это уже не возымело такого эффекта. Потому что Андре успел первым показать людям незнакомый континент.
И тот факт, что Рено в этот раз также проехал тот же самый маршрут быстрее, уже никого не удивил. И к моменту 1925 года оба противника идут нос к носу. Один мечтает занять первенство, второй — удержать его. И в 1925 году как раз было объявлено мероприятие, которое могло поменять на расстановку сил, если им правильно воспользоваться. Этим событием была международная выставка декоративных и промышленных искусств. Надо сказать, что середина 20-х годов — это время безумия внутри Франции. В стране денег много, всюду джаз, кабаре и всеобщий угар. И центральные события Европы в основном проходили в Париже, как и 30 лет назад. Выставка Art-Deco 1925 года — это прямая наследница выставки 1889 года, про которую мы с вами говорили в первой части нашего материала. Так вот, Рено вырывает победу в тендере на поставку автомобилей, которые будут обслуживать мероприятия. А как мы с вами помним, масштабы этого движа были гигантские, и народу была просто тьма. И при правильном позиционировании можно было выстрелить на весь мир. И Рено решает сделать ставку на электромобили, чтобы показать, насколько он прогрессивен в технике. Автомобиль разрабатывается полностью под контролем Рено и в чем-то был даже лучше, чем современный электромобиль. Вот посмотрите, что происходило, если один из автомобилей разряжался. Подходил специально обычный человек, менял блок батарей, а уважаемые господа продолжали после этого ехать в тишине и покое, даже не выходя из автомобиля. При этом Рено вовсю ликовал, когда понял, что Citroën ничего значимого на выставке не показал. Да, стоял стенд с обычными его автомобилями, и как бы все. И даже как-то грустно, что Луи досталась победа таким простым путем. Но вот когда село солнце, за несколько недель до открытия выставки по Эйфелевой башне ползали скалолазы, видимо, подготавливая и начищая главную достопримечательность страны. Но параллельно с этим они устанавливали десятки тысяч ламп накаливания, которые вечером, на удивление всего города, зажглись и начали рисовать звезды, различные узоры, а под конец во всю башню от основания до вершины появилась фамилия Citroën. А сам Андре стоял вместе со своей семьей на смотровой площадке и наслаждался видом на башню, которая когда-то вдохновила его заниматься инженерным делом. Это даже был какой-то внутренний триумф, что маленький мальчик, который когда-то стоял и любовался на железную леди, подрос, и теперь на его музе во весь рост красуется его фамилия. И такая иллюминация была первая в своем роде. Опять же, никто до Андре до такого не додумался. И при этом фамилия Citroën провисит на Эйфелевой башне 10 лет. И надо ли говорить, что это был триумф? После такого события, само собой, о Citroën заговорил весь мир. Параллельно с этим Андре выпускает еще один козырь в легковых автомобилях – Citroën Type C, он же 5CV. Основная идея была в том, чтобы сделать его еще дешевле, чем Type A. К моменту выпуска Type C, а это было в 1922 году, Type A, первый бестселлер Citroën, стоил 13,5 тысяч франков, а Type C получил цену в 8500. И точно так же, как и Type A, Type C становится бестселлером. Только Type A было продано 24 тысячи экземпляров, и он считался бестселлером, а Type C разошелся тиражом в 83 тысячи экземпляров, снова обновив рекорд самого массового автомобиля. Как и у всех моделей Citroën, у Type C была фиговая гора вариаций. Вот вам, например, двухместное исполнение, которое называлось Торпеда. А вот, например, удлиненная модификация для 3 пассажиров, которая называлась Торпеда Треситер Астропантин. С Астропантином двойной тариф. Благодаря всем этим достижениям вместе Citroën становится главным промышленником Франции, отобрав этот титул у Луи Рено. К этому моменту на Citroën работает 30 тысяч человек, и он выпускает по 70 тысяч автомобилей в год. Больше в Европе не производил никто. Рено, например, к этому моменту делал 40 тысяч автомобилей в год. Само собой, Луи Рено был в ярости. И было очевидно, что в публичном поле Citroën он не переиграет. Но одновременно с этим он понимал, что этот успех временный и, скорее всего, на дистанции Луи останется в выигрыше. Он знал о финансовом положении Андре, что у него очень высокая долговая нагрузка, и в целом все предприятие довольно хрупкое. И одновременно с этим Рено понимал, что он прочнее стоит на ногах, хоть у него были и меньшие обороты. Поэтому он ненадолго отпускает свое желание победить Citroën любой ценой и уезжает за вдохновением в США, осматривать заводы Детройта, заводы Форда и заводы по производству военной техники. Размах и масштаб американской промышленной машины уже в который раз поражает Рено.
Огромные заводы и предприятия, которые выпускают на порядок больше продукции, нежели Европа. Отлаженные системы производства, четкая логистика и качество итоговой продукции – все поражает опытного промышленника, которого вроде бы как уже ничем особо не удивишь. И по возвращению из Штатов он тайком садится за разработку нового плана гигантского промышленного предприятия Renault, которое будет настолько огромным, настолько эффективным, что просто своим наличием поставит Луи Рено в отдельную лигу относительно всех остальных европейских производителей. И у него были деньги на это, притом свои собственные, для того, чтобы реализовать самые смелые свои мечты. Несколько лет идет стройка, без каких-либо публичных заявлений. Луи, в принципе, на публике не появляется. И выглядит это так, что старик просто ушел на пенсию и где-нибудь зависает на одном из своих поместий. Но в 1932 году Луи без объявления войны и предупреждений объявляет пресс-конференцию, на которую созывает всех значимых журналистов того времени, для того, чтобы показать им свое новое творение. Завод, который построен по последнему слову техники и менеджмента. И на этой конференции он ведет себя очень нетипично. Он расслаблен, шутит, общается с прессой. Таким Луи Рено не видел никто и никогда. Потому что он знал, что этот завод – это главное достижение его жизни. Ни у кого даже близко такого не было. И само собой отдельным пунктом программы был визит Андре Ситроена на завод. И Луи Рено лично возил его по заводу, чтобы показать, на что он способен. При этом этот старый хрен возил его змейкой, чтобы Андре максимально запутался и вообще офигел от того, насколько огромен завод. Ситроен впадает в панику от того, что он увидел. И само собой, сломя голову, он несется на свой завод, чтобы там все снова перестроить, поменять конвейерную линию и запустить новые модели в производство. Но 1932-1933 год – это то время, когда противостояние двух промышленников отходит на задний план. Да и в целом вообще все отходит на задний план. Намного большая угроза для них исходила уже не друг от друга, а с другой стороны, со стороны Германии. Когда к власти пришел Гитлер, вся Европа понимала, что пахнет жареным. Но одновременно с этим никто не хотел войны, потому что все еще очень четко помнили ужасы Первой мировой. 3 февраля 1935 года власти Британии и Франции предложили канцлеру Восточный пакт о ненападении и взаимопомощи. Взаимопомощи с Гитлером. Польшу хочешь? Бля, какая курва. Третьему рейху тройной тариф. Военная репарация 500, анал 1000. Удушение бесплатно. Подорожало. Спустя пару недель в общем пуле этих переговоров по просьбе французского посла Франсуа Андре Понсе организуется встреча Гитлера и лидера французской промышленности Луи Рено. Есть официальная стенограмма этой встречи, и судя по ней, основная мысль Луи Рено была в том, что двум странам, Франции и Германии, в первую очередь необходимо избежать технологической гонки, потому что она является очень серьезным катализатором открытого и военного противостояния. А куча трупов по всей Европе нам вроде бы тут второй раз как бы не нужна. Поэтому давайте как-нибудь, пацаны, тут мир, дружба, печеньки, вот это все. Это не прямая цитата, это моя интерпретация разговора. В общем, все мило пообщались, поулыбались, пожали друг другу руки и разъехались. А Луи Рено, после того, как вернулся на свой завод, сказал руководству, что после войны, которая обязательно будет, Франция будет бедной страной. Поэтому нам уже сейчас стоит позаботиться о разработке какого-нибудь очень дешевого автомобиля. И, кстати говоря, скепсиса Рено особо в правительстве не разделяли. Все верили, что можно будет договориться. Но мы с вами знаем, чем все закончится. 1 сентября 1939 года, когда Германия вторгается в Польшу, вся Европа такая: Как неожиданно и неприятно. Ау. Ну, и понеслось. Но для Франции Вторая мировая очень сильно отличалась от Первой мировой войны. Помните план по быстрому захвату Франции, который Германия не смогла реализовать в ходе Первой мировой войны? Но у Гитлера получилось сделать то, что не вышло у Вильгельма. Французы как-то очень лениво собирали войска, да и откровенно не хотели вступать в военное противостояние, на что получили по шапке молниеносной атакой немецких войск. И Франция пала и была полностью завоевана меньше, чем за 1 месяц под выпученные глаза всей Европы. Так как страна практически не сопротивлялась, разрушений было минимально возможное количество. Ну, если можно так говорить про нацистов и Гитлера. Все производства встают под контроль Германии и начинают работать на вермахт.
Об этом мы с вами чуть дальше подробнее поговорим. Все конструкторские бюро всех заводов в панике уничтожают или прячут все свои разработки, чтобы они не достались немцам. В частности, КБ Citroën на тот момент работала над проектом TPV. Très Petit Voiture. Очень малый автомобиль французский. Основная идея этого проекта была в том, чтобы открыть в автомобильной индустрии новую нишу. На тот момент автомобили все еще оставались атрибутом богатого класса, а парни хотели сделать что-то и для сельских жителей. Основная задача проекта заключалась в том, чтобы сделать автомобиль максимально простым и ультрадешевым, чтобы фермеры могли его использовать для доставки товаров на рынок. Как говорилось среди конструкторов, проехать по вспаханному полю и не побить яйца в корзинах. Беречь яйца надо с молоду. В 1939 году уже было готово несколько прототипов. В принципе, автомобиль был полностью готов для производства. Но инженеры справедливо решили, что очень рискованно оставлять этот прототип немцам, так как они смогут его адаптировать под военные нужды. Поэтому большинство из них просто уничтожили, а буквально парочку спрятали в надежных местах. А Рено, наоборот, вел разработку своего дешевого маленького автомобильчика прямо во время оккупации, за спинами у немцев. Изначально сам Луи очень сильно боялся работать над этим проектом, так как если бы правда вскрылась, то вскрыли бы весь завод. Но все-таки сотрудники убедили Луи рискнуть и начать разработку. Плюс среди немецкого руководства, которое приглядывало за заводом, был один человек, который симпатизировал лично Луи Рено, и поэтому он такой: ладно, работайте там. И проект получил название 106Е. А Peugeot в этот момент занимался тем, что у них лучше всего получается. Ковырялись в носу и саботировали производство. Прямо перед войной у них была выпущена модель 202, которая в послевоенный период будет первым Peugeot, который пробьет отметку 100 тысяч проданных экземпляров. Тачка хорошая, концерн в нее верил, поэтому все просто забили болт на разработку. Как и на производство. Рабочие завода, словив какой-то общий вайб, работали очень плохо и медленно, выпуская минимально возможное количество продукции и делая ее максимально кривой. Тот случай, когда первый раз в жизни намеренная рукожопость сотрудников Peugeot пошла на пользу. Как ни странно, для производств намного тяжелее оказался не захват, а освобождение Франции. Несмотря на то, что техника и снаряды на французских заводах собиралась довольно лениво, они все равно так или иначе оставались главными снабженцами Западного фронта Германии. А для прорыва линии фронта в первую очередь союзникам было необходимо лишить немцев снабжения. Поэтому союзные войска, вообще не жалея, бомбили французские заводы. И хоть и разрушения на Западном фронте не выглядели как та катастрофа, которая случилась в Прибалтике и на территории Советского Союза, назвать состояние Франции позитивным после войны язык тоже не поворачивается. Города и производство в руинах, а миллион людей погибли в сражениях и в концлагерях. И да, Вторая мировая — это самая черная страница истории человечества. Все так. Но как бы это ванильно ни звучало, после каждой, даже самой темной ночи, идет рассвет. И это очень точно подходит под то, чтобы описать подъем Франции, который случится после войны. С точки зрения политики, во Франции в послевоенное время устанавливается самый демократичный режим в Европе. В этом плане страна фактически стартанула с чистой страницы. Производства, которые фактически находились в руинах, стали потихоньку восстанавливаться с поддержкой государства. И у страны в целом были все возможности и ресурсы для того, чтобы начать быстро расти в плане экономики. И надо отдать должное, что французы здесь сделали все правильно. И парижский автосалон, самое главное автомобильное событие мира, детище Альбера де Дион, который не проходил с 39 по 45, по понятным причинам, в 1946 году вновь открывает свои двери для посетителей. 33-й автомобильный салон был глотком свежего воздуха в послевоенное время. Это был настоящий праздник счастливой жизни, по которой так изголодались люди во время войны. Конечно, он не был таким претенциозным и огромным, как мог бы, но все равно после ужасов войны, которые пережил мир, он был великолепен. И среди всех автомобилей, которые стояли на этой выставке, был один, кому суждено было поменять правила игры на ближайшие 15 лет. Секретный проект Луи Рено, который был разработан за спиной у оккупантов, стоял полностью готовый в выставочном зале. А кодовое имя 106Е было изменено на то, которое знает каждый француз. Рено 4CV.
Ультрадешевый и простой автомобиль с маленьким 700-кубовым моторчиком на 17 лошадей, который расположен сзади, кузов монокок, и вот это все очень сильно было похоже на Volkswagen Жук. Но оно и не удивительно, так как да, немножко воровали у немцев. И ведь это идеальный автомобиль для послевоенного времени, так как нужно было очень быстро запускать экономику. А как мы с вами знаем из предыдущих документалок, чем быстрее все у вас шевелится, чем быстрее перемещаются люди и товары туда и сюда, тем быстрее начинает работать экономика. Такие вот неочевидные мысли. На следующий год машина поступила в продажу, и хоть Рено и обещал, что завод в Бианкуре вытащит, все равно количество заказов оказалось больше, чем физически смог построить завод. Вы, конечно, сейчас можете подумать, что там миллионные очереди выстроились, но нет, не забывайте, что страна-то все-таки была после войны. И экономическую жопу, и разруху никто не отменял. Но все равно первичный спрос превышал предложение. К 1949 году было продано 37 тысяч Renault 4 CV. Да, это не такой большой объем по сравнению с довоенным, но это все равно была самая популярная тачка в стране. Ни у кого такого объема не было. Зацените этот рекламный ролик, где ведущая называет 4 CV маленьким чудом. И он действительно был таким. 4 двери, возможность возить на нем всю семью и малый расход топлива. И неспроста в ролике девушка. Это доказывает, что 4 CV очень простой в управлении автомобиль. И на фоне громоздких, дорогих и сложных автомобилей довоенного периода 4 CV выглядел как друг семьи. Как кто-то простой, уютный, не идеальный, но свой в доску. И да, Renault 4 CV заставил людей улыбаться за рулем. А улыбка и счастье в глазах людей после ужасов Второй мировой войны дорогого стоит. Renault 4 CV – счастливый, радостный автомобильчик. Обожаю такие. Но он даже гусей давить не стал. Также в этом 49-м году начинается сборка Renault 4 CV в Лондоне. А после сборку наладили в Австрии, в Бельгии, в Испании, в Ирландии, в ЮАР и в Японии. И при этом в 1950 году 1760 автомобилей уехали на экспорт в Западную Германию. А в принципе Renault 4 CV на тот момент составлял 25% от всего экспорта автомобилей Франции. И чем больше росли экономики стран после войны, тем в больших объемах продавался Renault 4 CV. Автомобиль стоял на конвейере до 1961 года, и за это время суммарно было продано 1,1 миллиона экземпляров. Это первый французский автомобиль, который перешагнул отметку в 1 миллион копий. Но параллельно с Renault популярность начал набирать другой маленький автомобильчик от его вечного конкурента, от Citroën. Помните, я говорил, что еще перед войной началась разработка маленького дешевого автомобильчика для села? Так вот, рабочие энтузиасты отковыряли заныканные прототипы там по разным складам и притащили их на завод. И несмотря на то, что до войны автомобиль уже вроде бы как был полностью готов к производству, сразу пустить автомобиль в серию не получилось. Косяк был в том, что изначальный прототип был практически полностью сделан из алюминия, а некоторые детали были при этом еще сделаны из магния. И техкарта процессов было точно так же разработана под алюминий и магний. Но до войны алюминий еще стоил хоть как-то плюс-минус дешево, и это могло быть экономически оправдано, а после войны уже нет. Поэтому парни заменили алюминий и магний на сталь, все перекроили, все переделали, и на парижском автосалоне 1949 года на стенде Citroën скромненько стоял новый автомобильчик, который назывался 2 CV. В момент появления это был самый дешевый автомобиль во Франции. Он стоил 341 тысячу франков. Для сравнения, Renault 4 CV стоил на тот момент 400 тысяч франков. И как вы можете заметить, у автомобиля есть довольно приметная черта. У него матерчатая крыша. Ну то есть фактически можно притянуть за уши, что это кабриолет. И вот эта матерчатая крыша сыграла очень важную роль. Не то, что вы там подумали, что можно было телочек на районе клеить, а просто с открытой крышей можно было не габарит возить. И вот эти два автомобиля, как говорят сами французы, усадили нацию за руль. В послевоенное время Renault 4 CV и Citroën 2 CV стали точно таким же символом нации, как вино, багет и круассан. Единственное, в чем ошиблись в Citroën, что это автомобиль для колхозников. На 2 CV ездили все. Он трудился и в полях, возя те самые яйца, и был стильным аксессуаром для молодежи. Представьте, какое это чувство в 50-х, когда еще не существовало интернета и вот этого всего. Ты молод, и у тебя есть собственный автомобиль. И этот автомобиль тебя точно не подведет в любых условиях.
И да, с помощью Citroёn 2 CV ты мог соблазнять женщин даже вот с такими очками. Но при этом классический Citroёn 2 CV будет стоять на конвейере не какие-то 14 лет, сколько Renault 4 CV, а 41 год. С 1949 по 1990. И за все это время будет выпущено 3,8 миллиона оригинальных 2 CV. А если сложить еще все модификации, которые выпускались на его базе, все автомобили, которые выпускались по купленной лицензии в других странах, то совокупно мы с вами получим объем в 8 миллионов 700 тысяч экземпляров. Переоценить значимость Citroёn 2 CV невозможно. Это автомобиль, который подарил людям свободу. В прямом смысле этого слова. Он подарил им свободу перемещения. Он стал первым автомобилем у огромного количества людей в мире, где еще не было пробок, платных парковок и камер наблюдения. Он позволил наслаждаться свободой за рулем в полной мере, как ни один другой автомобиль до него. Citroёn 2 CV — это первая любовь, которую Франция не забудет никогда. И это был триумф, который Citroёn заслужил. Но даже несмотря на такой гигантский объем продаж, Citroёn 2 CV — это все равно не самый популярный автомобиль Франции. Неужели вы думаете, что Renault это мог просто так оставить? Да и к тому же мы с вами знаем, что Renault 4 CV закончил производиться в 1961 году. И само собой проектирование преемника началось чуть ли не сразу, еще в 1949 году. Но фактически двигалось очень медленно, потому что, головняка хватало. Надо было восстанавливать заводы, дилерские сети, и немного не до этого было. Но в 1955 году в хед-менеджмент Renault приходит вот этот человек, Пьер Дрейфус. Человек из Министерства промышленности Франции. Он понимал, что нужно четко и оперативно отреагировать на захват рынка Citroёn, иначе они просто проиграют конкуренцию в сегменте дешевых автомобилей и упустят самый лакомый кусочек рынка. Он ставит конструкторам задачу, что автомобиль должен быть такой же, как джинсы. Удобный, износостойкий, одинаково приемлемый как для города, так и для сельской местности, а также для праздника, и одинаково подходящий мужчинам и женщинам. Да еще и конечную цену Пьер поставил в 350 тысяч франков. Задача, так сказать, не из простых. По цифре планируемой стоимости проект получает внутреннее название 350 и начинается разработка. При этом Renault к разработке этого автомобиля подошел так, как будто бы они делали не автомобиль, а разрабатывали какое-то секретное оружие. Было сделано 14 прототипов, которые замаскировали таким образом, что их было вообще не узнать, и на них в разных странах накатали 2 миллиона километров, пока шли предсерийные испытания. При этом все прототипы имели разный дизайн и тип кузова, для того, чтобы в ходе испытаний понять, какой из них будет максимально удобным и практичным. Ни один автомобиль в мире до этого момента не разрабатывался с таким тщательным подходом. И оно понятно почему, потому что у Renault был всего лишь один шанс, чтобы сдвинуть Citroёn с пьедестала. Любая ошибка могла просто похоронить модель. В итоге, в 1961 году, когда был снят с производства Renault 4 CV, на 14 дней всего лишь была закрыта сборочная линия на заводе в Биенкуре. И 200 инженеров за такой короткий срок успели полностью переделать конвейер под сборку новой модели. Опять же в тайне, никому ничего не рассказывая, Renault производит 15 тысяч экземпляров для того, чтобы раздать дилерам и журналистам к тому моменту, когда они будут готовы запускать полномасштабное производство. Степень подготовки Renault к запуску этой модели можно сравнить только лишь с подготовкой Блицкрига у фашистской Германии. С одной лишь разницей. У Renault получилось захватить Европу на несколько десятилетий вперед. В день, когда открылись двери Парижского автомобильного салона 1961 года, Renault представил свою новую модель, которая не сильно отличалась по неймингу. Предыдущая модель Renault 4 CV, а теперь автомобиль назывался просто Renault 4. И как только Renault его показал, на него обрушился шквал критики от профессионального сообщества, что, мол, он какой-то весь невзрачный, с огромной пятой дверью, и вообще он какой-то странненький, фу-фу-фу. Но как только дилеры открыли двери, просто вам два факта. Citroёn 2 CV – самый популярный автомобиль Франции на тот момент. За 42 года разошелся тиражом в 3 миллиона 800 тысяч экземпляров. А Renault 4 за 33 года 8 миллионов 100 тысяч экземпляров. Не совокупно с его модификациями, не совокупно с его лицензионными какими-то копиями. Нет, оригинальный Renault 4 8 миллионов 100 тысяч. До сих пор этот автомобиль — это самый популярный автомобиль Франции.
Ни один автомобиль с биркой Made in France не вышел большим тиражом. Изначальная идея Луи Рено, который хотел сделать доступный автомобиль для своего родного народа, нашла реализацию в этом автомобиле. И если уж подводить итог гонки этих двух гигантов, то Луи в ней победил. Да, конечно, были и другие знаковые автомобили по типу богини Citroën, того самого великого Citroën DS, автомобиля Фантомаса. Великолепный автомобиль. Спору нет. Но для меня сердце и суть автомобилей Франции — это вот эти маленькие послевоенные хэтчи, которые дали большому количеству людей в первый раз в жизни почувствовать, что такое скорость и управление собственными руками целого автомобиля. Хэтчбеки, которые дали людям свободу и ветер от загородных поездок. Хэтчбеки, которые гордо несли на себе два логотипа — Рено и Citroën. На самом деле, мне очень сильно хотелось как-то побольше рассказать про Peugeot. Но на фоне Луи и Андре вся семья Peugeot выглядит какой-то пресной, что ли. Да и сам бренд что-то значимое и крутое начнет делать только в 80-х. А если смотреть на тот период, о котором разговариваем мы, то все время они делали просто хорошо. Они всегда находились в среднем ценовом сегменте. Недешево, недорого. И автомобили были какие-то вот просто хорошие, средние. Да, чуть позже случится великолепный 205 GTI и несколько других знаковых моделей, но их мы пока прибережем для одного из наших следующих материалов. А Андре Citroën и Луи Рено сияли. В них чувствовался огонь, в них чувствовалась страсть, в них было какое-то их особенное желание и бесстрашие. И они оба завораживали своим величием. Вроде бы эти два человека — великолепный пример того, как два мечтателя смогли изменить мир своими действиями и создать свое собственное наследие, увековечив свои имена. В тяжелейшей конкуренции друг с другом они каждый день боролись за лидерство, понимая, что они соревнуются с лучшим из лучших. Каждый день они делали свои компании лучше, и итогом их соревнования стали великолепные автомобили, заводы и предприятия, которые они подарили своей стране, Европе и всему миру. Но проблема в том, что эти истории — это не истории успеха и триумфа. Истории этих двух людей — две величайшие трагедии. Бесстрашный и гениальный Андре Citroën на самом деле был глубоко травмированным ребенком, который искал всю свою жизнь любви, признания и утешения. Как я уже говорил, он был из богатой семьи. Из богатой семьи, в которой отец покончил с собой, когда Андре было всего лишь 6 лет. Он совершил очень невыгодную сделку по драгоценным камням в Южной Африке и не смог справиться с этим. И так как в 80-е годы 19 века во Франции были очень жесткие антисемитские настроения, помощи ему было ждать не от кого. И для того, чтобы просто не лишить свою семью благополучия, он не нашел другого способа, кроме как покончить с собой. Вся семья очень сильно любила отца. И само собой с этим справиться практически невозможно. И понятное дело, что после такого события самым ценным и самым важным человеком для Андре становится его мама, которая у него умрет на руках спустя несколько лет после тяжелой болезни. Именно поэтому Андре поедет в ту самую поездку в Варшаву, на родину своих корней, потому что ему просто было невыносимо находиться дома. В полном одиночестве и отчаянии, с капиталом, который у него остался по наследству, он наткнется на те самые шестерни. И чтобы хоть как-то заглушить свою боль, полностью уйдет в работу. А когда у него появится своя семья, которая у него была довольно большая, у Андре было 5 детей, он их будет опекать так, как никто другой. Главным правилом его дома было то, что его дети должны знать только радость. Каждый день в доме устраивался праздник, приглашались актеры, клоуны, а за детьми гуськом ходила целая ватага прислуги, которая сдувала с них пылинки. И я думаю, для вас не будет новостью, что в такой атмосфере очень редко дети вырастают самостоятельными, счастливыми и радостными. Андре всеми возможными методами пытался дать своим детям то, что не получил сам – любовь. Но, к сожалению, это так не работает. Эту дыру в душе заделать невозможно. И если посмотреть с этой точки зрения,
то сразу понятна вся страсть Ситроена к авантюрам, к праздникам и большим проектам. Он ничего не боялся, потому что ему было нечего терять. И единственное, что заглушало его внутреннюю боль, постоянное чествование публикой. И отсюда все эти звездные ужины, знаменитости, автомобили, казино. Вот это все. И при этом он не знал, как правильно, так как он потерял отца в маленьком возрасте. Его никто ничему не учил. И наставника рядом с Ситроеном никогда не было. Да, Ситроен – гений маркетинга, гений авантюры. Но это шоу его и погубит по итогу. Все свои проекты он создавал в долг, привлекая деньги от банков и частных кредиторов. И как мы видели, в Первую мировую такой подход сработал. А потом повторный успех с автомобилями и его маркетингом только лишь закрепил уверенность Ситроена в том, что он неуязвимый. И помимо того, что он без страха пускался в дорогостоящие проекты, он также был заядлым игроком и транжирой своего личного состояния. Он вполне мог после игры в казино оставить на чай для крупье целый автомобиль. Для небожителя Андре это были просто мелочи. Однажды он поставил рекорд по проигранной сумме денег в казино Монте-Карло в 13 миллионов франков, которые перебьют ой как не скоро. 13 миллионов франков – это около 50 миллионов долларов на современные деньги. Просто за вечер в казино. Во время финансового кризиса 1929 года, который уничтожил экономику США, Ситроен был уверен, что его эта история вообще не коснется. Во-первых, он не верил, что он может совершить ошибку. Во-вторых, правительство Франции тоже не верило в то, что их эта история коснется. Он настолько верил в свою неуязвимость, что с группой промышленников из Франции даже поехал в 1931 году в Штаты наставлять там местных промышленников о том, как им стоит выбираться из кризиса. Он даже позволил себе учить Форда, как ему там нужно выруливать из тяжелой ситуации. Но если ты не видишь проблему, это не значит, что ее не существует. Первой страной в Европе, до которой добрался кризис, была Германия в 1931 году. Экономика также стремительно рухнула, как и рабочие места. А через пару лет, на волне этой разрухи, к власти в Германии придет Гитлер. Продажи автомобилей падают в пол, а общество Франции начинает национализироваться, как и ребята в Германии. К власти приходят ультраправые группировки, и всю страну начинает лихорадить. Тем более мы с вами помним, что в том году как раз Рено показывал свой новый завод Ситроену. И Андре, вообще не обращая внимания на то, что он по уши в долгах, на то, что вся страна в ужасе и агонии, пускается в новый очередной дорогостоящий проект – Traction Avant. По идее, это был первый в мире автомобиль с цельнометаллическим кузовом и передним приводом. И для того, чтобы его выпустить, Андре пришлось мало того, что пуститься в очень дорогостоящую разработку, так еще и полностью перестраивать производство. И да, автомобиль-то сам по себе гениален, вопросов ноль. Но вот с таймингом Citroën очень сильно промахнулся. Если в поздние 20-е годы Citroën как компания зарабатывала по 100 миллионов франков в год чистой прибыли, то сейчас, в начале 30-х, с долгами, с кризисом и с разработкой они теряли по 100 миллионов франков в год. Разработка новой модели и перестройка конвейерной линии забирает последние наличные деньги у компании. И бизнес Citroën начинает трещать по швам, так как долговая нагрузка бешеная, акции компании вслед за падением продаж также падают, и кредиторы, и банки стоят и требуют своих денег и уплаты по долгам. Плюс накидывайте на это все, что в стране идут государственные перевороты, по всей Европе благодаря Гитлеру поднимаются антисемитские движения, и вот в этот момент еврей Андре приходит и просит денег. И понятное дело, что никто не хотел давать ему денег. Все просто сидели и наблюдали за тем, как рушится компания-гигант, и вместе с ней в агонии бьется Андре. На фоне этих событий у Citroën случаются острые боли в животе, на которые он не обращает внимания и никому не рассказывает. Все, что его заботит в данный момент, это спасение своего детища и обеспечение своей семьи безбедным будущим. И единственной надеждой в этой ситуации для Citroën был Пьер Мишлен. Компания Мишлен поставляла Citroën шины на конвейер, и, так как у них были деньги, всегда с радостью их одалживала Андре под залог акций компании. И Мишлен всегда выручал Андре во всех его проектах. Но не в этот раз. 3 января 1935 года Андре получает письмо от Пьера Мишлена, в котором он требует передать акции компании согласно договору займа. И последний абзац письма
говорил о том, что теперь нет никакой необходимости в том, чтобы Андре находился на заводе на набережной Жавель. Компания Citroën полностью переходила под управление компании Michelin, а Андре увольнялся с должности директора. Через несколько дней на глазах у всей семьи Андре падает в обморок. Шокированная семья, которая понятия не имеет о его реальном состоянии здоровья, везет его в клинику, где ему диагностируют рак желудка. И спустя полгода мучений, 3 июля 1935 года, Андре умирает в клинике. На следующий день, после его смерти, на заводе на набережной Жавель прошла церемония прощания, где в основном были только рабочие. Единственным представителем высшего света на этой церемонии был его вечный соперник – Луи Рено, который, конечно же, несмотря на их борьбу, глубоко уважал своего оппонента. А все бывшие соратники, звезды и политические лидеры не приехали на церемонию. Величайший авантюрист, инженер и маркетолог, сиявший в начале 20 века, уйдет из этой жизни в долгах, без своих заводов, всеми забытый и опаленный. А его финальный, гениальный проект Traction Avant получит распространение и займет свое место в истории автомобилестроения, но Андре этого уже не увидит. Но куда более трагичные события ждали Луи Рено. После смерти Citroën, оставшись без соперника, который всегда мотивировал его, Луи запирается в одном из своих поместий, чтобы решить, как ему жить дальше. И в этот момент он теряет связь с реальностью, которая очень быстро менялась. Первым ударом для Луи был переход Народного фронта к власти в 1936 году. И чтобы избежать захвата своих заводов, он отправляет в поля своего зятя, Франсуа Луидо. Задачей Франсуа было предотвратить любые действия, которые так или иначе угрожали заводам. Только Рено не учел тот факт, что Франсуа тоже был участником националистических движений. И, естественно, Франсуа утягивает за собой заводы в это течение. Одновременно с этим его жена Кристиан влюбляется в писателя Пьера Рошел, который увлекался идеями тоталитаризма и фашизма. Она участвует вместе с ним на различных митингах, и выглядит это так, как будто бы это все происходит с одобрения Луи. А параллельно с этим на заводах Рено вспыхивают забастовки и митинги, и компания начинает терять контроль над собой. Но самому Луи Рено к тому моменту уже под 60 лет, и у него развивалась болезнь почек, которая мешала ему работать и чисто мыслить. Следующей большой ошибкой было участие Луи в Берлинском автосалоне 1939 года, за полгода до начала Второй мировой войны. Луи всегда лично участвовал в Берлинском автосалоне на протяжении всех 30-х годов, и как абсолютный пацифист не видел в этом никакой проблемы. В момент, когда Гитлер приехал лично на автосалон, Луи находился около своего стенда, где они пообщались буквально 20 минут. Пресса, которая наделала гору фоток общения диктатора и промышленника, понесла слухи по всем изданиям, что Рено — это союзник Гитлера. И начало войны становится концом для Луи Рено. Как только началось наступление в 1939 году, Луи едет в Штаты, чтобы уговорить США как можно быстрее вступить в борьбу и прислать танки в подкрепление союзникам. И пока Луи был в США, Франция пала и была разделена на две части — северную и южную. Север, как я уже говорил, был оккупирован немцами, а на юге образовался так называемый режим Виши. Официально вишистский режим был нейтральным, но фактически работал на страны оси. И пока Луи был в Штатах, Франсуа Луидо, как мы помним, директор и доверенное лицо, передает все заводы режиму Виши. В том числе потому, что он симпатизировал идеям фашизма. Но по возвращению во Францию Луи Рено не стал отменять его решение, потому что он понимал, если начать сопротивляться, то его и всех рабочих просто увезут в концлагерь, там убьют. Поэтому, чтобы сохранить жизнь рабочим, он вернулся на завод и начал работать. Да и ежу понятно, что человек, который всю жизнь провел в цеху, по-другому поступить просто не мог. Как и все остальные, кстати говоря. Заводы Рено точно так же, как и заводы Michelin, Peugeot, Panhard, Citroën, начинают работать на вермахт и поставлять им запчасти, необходимую технику и автомобили. Когда началось наступление союзников в 1942-1943 году, первой целью бомбардировок был завод в Бианкуре, как самый большой и производительный. И в результате бомбардировок союзных войск будет уничтожено порядка 80% производственных мощностей Рено, как и производство Peugeot, Michelin и других. Но именно Луи Рено решают сделать козлом отпущения. На фоне того, что газеты до сих пор поливали Рено за то, что он якобы приспешник Гитлера, Шарль де Голль, лидер французского освобождения, объявляет его предателем Родины. А газеты, в свою очередь, начинают вопить о том, что Луи был немедленно арестован и предан суду. Хотя, повторюсь,
Заводы Peugeot, Michelin, Citroën выпустили ничуть не меньше техники, чем Renault. А некоторые производители, например, Hotchkiss, это еще один производитель военной техники, выпустили даже больше снарядов и техники для немцев, чем Renault. Да и решение о передаче заводов все-таки принимал Франсуа. В 1944 году, после полного освобождения Франции, Луи Рено задерживают и судят. Задержать его было довольно просто. Он никуда не убегал. Он просто сидел на своем заводе и продолжал работать. Луи Рено, напомню вам, герой Первой мировой войны, опытный производственник. И ему как бы всегда было плевать на то, что про него говорят в СМИ. Да и он искренне не верил в то, что его могут задержать, потому что, какой он предатель? Он просто, как и все, вместе со всеми, работал. И пытался сохранить жизнь своих рабочих, их рабочие места и свое предприятие. За 3 часа ему выносят обвинительный приговор и бросают его в тюрьму. Один из арестантов, который сидел вместе с ним в камере напротив, в своих записках писал, что когда пришла новость о том, что к ним в тюрьму везут самого Луи Рено, ему было очень интересно посмотреть на великого промышленника вживую. Но вместо своих ожиданий о статном и гордом промышленнике он увидел сгорбившегося старика, которого просто затолкали в камеру. Все время, пока Луи находился в камере, он лежал, свернувшись на кровати, и что-то бормотал себе под нос. А по ночам стражники и тюремщики его избивали. Потому что вот же, предатель Родины лежит. Именно он же виноват во всем, что случилось во Франции в период Второй мировой войны. После очередного избиения Луи был настолько плох, что к нему все-таки позволили допустить врача. Врач зафиксировал перелом позвоночника, проломленный череп и то, что от больных почек Луи у него осталось лишь кровавое месиво. Врач принимает решение, что его необходимо госпитализировать, и арестанта увозят в больницу, где он в этот же день и скончается. Буквально за несколько часов до своей смерти Луи придет в себя и попросит медсестру записать его просьбу. А далее цитата. «Я готов отдать все свое богатство, которое только у меня есть, лишь бы мне оставили один цех, которым я мог бы заниматься своим любимым делом. Мне не нужно ни богатство, ни слава, только любимая работа, которая давала мне силы жить». И после этого последнее, о чем попросил Рено перед смертью. «Расскажите мне, как там мой завод?» Это было 24 октября 1944 года, день смерти Луи Рено. Никакого расследования касаемо физических травм не проводилось. Единственное, что сделало французское правительство после его смерти, национализировало его заводы. 16 января 1945 года правительство забирает управление заводов на себя, не заплатив семейству Рено ни гроша. Такой процесс присвоения происходил со многими компаниями, но всегда правительство выплачивало компенсации владельцам и акционерам, абсолютно всем, кроме семьи Луи Рено. Детище великого промышленника Франции досталось государству абсолютно бесплатно. Спустя 22 года, в 1967 году, суд по иску единственного наследника Луи, его сына Жана Луи Рено, обяжет государство заплатить небольшую компенсацию, признав эту национализацию незаконной. Но имя Луи Рено не будет реабилитировано. До сегодняшнего дня Луи Рено, великий промышленник, один из отцов автомобилестроения, официально предатель Родины. Человек, который никогда не сбегал, который ни от кого не прятался, а каждый день на протяжении всей своей жизни работал на благо страны, на благо семьи и на благо автомобильного мира.